глубоко уважаемый Игорь Витальевич, глубоко уважаемые коллеги, которые собрались на круглый стол, связанный с русской языковой личностью и в межнациональном общении. Этот круглый стол организован при содействии Новосибирского госуниверситета и Сибирского отделения Российской академии наук, и мы считаем, посвящен очень важной проблеме. Для того, чтобы была общность народов в стране, безусловно, должен быть основной общий язык для коммуникаций, для распространения знаний, в общем-то, для всего. Исторически на территории Российской империи, а потом Великого Советского Союза, безусловно, главным языком был русский язык. Это не значит, что в других республиках были запрещены языки национальные. Нет, они поддерживались. Точно так же поддерживались и поддерживаются языки в наших автономных образованиях в нынешней Российской Федерации. Но что бы мы ни говорили, русский язык – это, конечно, самое главное для нас. Если говорить про науку, то в науке сложилось два очень важных куска для научной информации. Есть огромное, чуть-чуть сейчас ставшее меньше сообщество научное, которое использовало и использует русский язык, который прекрасно отработан для того, чтобы именно освещать все те дела, которые делаются и в естественной науке, и в науке гуманитарной. Именно на русском языке опубликованы, были написаны крупнейшие книги, которыми гордится не только Россия, но и весь мир. Ну, а вторая общность, она, к сожалению, сейчас так по многим причинам, она увеличивается. Это, безусловно, англоязычное сообщество, которое использует английский язык для науки. Вот для нас, для российских ученых, очень важно не потерять наш суверенитет в возможности изложения результатов научных исследований именно на нашем государственном русском языке. Этот язык понятен, безусловно, всем научным сотрудникам, понятен студентам и, что очень важно, понятен тем, кто работает на реальных производствах. То есть именно с помощью русского языка мы можем передавать те знания, которые необходимы для решения важнейшей программы, важнейшей проблемы ближайшего времени для России. Это восстановление нашего технологического приоритета. То, что касается межнационального общения, оно как было, так и продолжается, безусловно, самым теснейшим образом. С русским языком связаны те, кто после 90-х годов стал уже независимыми государствами. Это прежде всего страны СНГ, Белоруссия. Я сам по происхождению из Белоруссии и знаю, что всегда основным языком для общего общения всегда был и остается русский язык. Хотя белорусский язык тоже является ценным компонентом культуры национальной, этнической. Он поддерживается как язык, который используется для литературных произведений, для того, чтобы можно было выступать в театрах, но все равно с точки зрения общения русский язык – это самое главное. Насколько я понимаю, то же самое происходит и во многих республиках СНГ, бывших республиках Советского Союза. Мне, к сожалению, пришлось наблюдать, что в тех странах СНГ, которые начали использовать вместо кириллицы латиницу, сразу
произошло уменьшение говорящих на русском языке. Я надеюсь, что вот проведение круглого стола обсудит эти вопросы и поможет восстановлению статуса русского языка для общения на той территории, которую занимал Великий Советский Союз. Всего вам, друзья, самого-самого хорошего. Прежде всего здоровья и хорошей погоды в городе Новосибирске. Сообщества, в частности. Понятно, что она выполняет большую роль в поддержании стабильности этноса. На основе комплементарности формируется этническая система. Это связано с эндогамией, с межэтническими браками в том числе. Этносоциологические исследования этого вопроса в основном базируются также во многом и на этих данных, данных межэтнических браков. Кроме того, есть комплементарность положительная и отрицательная вот в межэтнических отношениях и в том числе и в отношениях больших суперэтнических систем. Здесь, прежде всего, этнические, межэтнические контакты. Если она положительная, то возможен симбиоз, образование новой целостности суперэтнической. И если она отрицательная, то вот как раз то, о чем я и говорила, могут образовываться антисистемы, которые фактически поглощают человеческий ресурс, причем в основном молодых людей. Негативное мировосприятие ведет к конфликтам, система отрывается от реальности, и мы теряем людей. А кроме того, эти системы дают нам высокую агрессию, и основаны они на технологии эксплуатации лжи, как вот технологии взаимодействия с окружающей средой. Здесь мы видим на Украине сейчас у нас просто классический пример такой антисистемы. Поэтому, конечно, не замечать этих явлений, проходить мимо них мы не можем. Комплементарность явление статистическое, явление вероятностное, как и многое в этнических системах. То есть это что означает? Что на уровне индивидуальном возможны случаи любые, в том числе и отклонения, там не обязательно это позитивно, у кого-то негативно. А вот если повышается ранг на уровне всей этнической системы, то, как утверждает Лев Николаевич Гумилев, эта закономерность действует более четко. Я посмотрела работы, поскольку комплементарность явления такое, которое мы можем исследовать только междисциплинарно, вот, я буду ссылаться на работы этносоциологов, и в частности, работы Светланы Владимировны Лурье, это Институт социологических исследований в Петербурге. Вот ее статьи, они посвящены межэтнической брачности, межэтническим бракам. Это ее сайт, на котором можно найти более подробную информацию вот о ее работах, и все ее работы там выставлены сейчас. Она, к сожалению, уже ушла из жизни не так давно, совсем недавно. Ее анализ межэтнических отношений у советского суперэтноса, если попробовать суммировать все, здесь я вот свой анализ привожу, но на ее полностью на ее информации, ее данных, то можно было бы вот так представить межэтнические отношения у советского суперэтноса. Она обратилась к советскому, потому что понятно, что мы хотим посмотреть, какое наследие у нас сейчас и что сохраняется у нашего нынешнего молодого поколения. Вот свои советские, здесь на уровне общества высшая ценность единый советский народ, то есть это наднациональная общность, совокупность наций и народностей. С одной стороны, декларировано создание единой советской общности, а с другой стороны, нации, национальности, народности признавались как реальность, и они существуют, и они признавались на историко-культурной основе, выделялись в основном не на биологической или какой-то там расовой, генетической, а именно на историко-культурной, и институционализировались в республиках, институционализировались, и культуры и языки старались поддержать в это время. Естественно, что будущее в таком обществе мыслилось как единый советский народ через смешанные браки, слияние вот в такую общность. Какие сценарии характерны были для такого суперэтнического образования в советское время? Это центральная культурная тема русского народа — государственность большого стиля, конечно, но в идеале это, конечно, государство в интересах всех народов, всего населения страны. И
Здесь 2 сценария работало. Сценарий дружбы народов, то есть модель сосуществования, взаимодополняющего развития, который поощрялся, развивался, культивировался. И сценарий «Впереди планеты всей». Это знают вопрос прорывных технологий, которые, включая полеты в космос, и энергетика, и многое другое, то, что составляло суть этой цивилизационных достижений. А на личностном уровне здесь можно отметить не этноцентричное самовосприятие себя в контексте других дружественных народов. Идентичность личности строилась, естественно, на советской роли плюс национальная, то есть этническая принадлежность. Она не выпячивается, но в этом случае высокая комплементарность в межнациональных отношениях означает, что культурные различия не препятствуют ощущению единства и взаимодействию, активное взаимодействие разных народов. Это особенность вот этого сценария, это навык, который реализовывался. Если мы посмотрим на другие исследования, то они, в принципе, это подтверждают. Ну вот, возвращаясь к прежней схеме, что случилось в перестройку, в кризис? Случилось то, что советская идентичность ушла, осталась только одна национальная, этническая. И она базировалась на образе нации и народности, который сформировался вот в этом советском формате. Естественно, что это означает этнизацию образа мира. И если эта этничность начинает политически мобилизовываться, то вот вам, пожалуйста, и различные конфликты на этой почве. Но здесь мы видим, что другие исследователи, а, этносоциологи также видят, что повышается чувствительность к этнической тематике у наших новых поколений, но при этом возрастает тенденция возрастания роли идентификации себя с государством также отмечается. Далее, вот та же Лурье отмечает, что вопросы семьи и межэтнической брачности не встраивается современными молодыми людьми в систему межэтнических отношений. То есть здесь главное личностный выбор, национальность не имеет значения. Еще также этносоциологи, скажем, в Татарстане проводили исследования. Национальная и религиозная принадлежность здесь также при выборе брачного партнера не придается ей особой значимости. Приоритет отдается вот эмоциональной составляющей, то есть любви. Если мы посмотрим сейчас на то, как же отражается в наших ассоциативных материалах и отражается ли вот эти доминанты, которые сложились тогда в советское время, то имеет смысл рассмотреть, конечно, некоторые вот материалы, которыми я здесь пользуюсь, это наши ассоциативные базы данных, рассмотреть некоторые ассоциативные поля, которые как раз, например, содержат, являются названиями этнополитических концепций или понятий, собственно, таких же, как нация, национальность, там, национальное. Вот этот национальный домен, слова, которые сюда относятся. Ну, посмотрим для начала на слово «раса». Светлана Владимировна Лурье считает, что она обнаружила, когда исследовала эту вот брачность межэтническую, что в нашем дискурсе межнациональном отсутствует слово «раса» в советском дискурсе в советское время, особенно в начальные периоды. И это не случайно, воспроизводится оно в дискурсе обычно в таком академическом плане. Вот мы посмотрим на академическое определение этого слова «раса», которое есть в словарях. Вот оно здесь. Мы видим, что выделяются 3 расы, вот они тут есть, на одном и том же уровне эволюционного развития, что никакого предпочтения одной перед другой, значит, не следует нам проводить. Если мы посмотрим на историю этого слова «раса», то оно заимствовано, оно появилось в нашем языке не так давно, не случайно оно не столь популярно в нашем межэтническом дискурсе. У нас нет никаких историко-культурных, на уровне деятельности, вот предрасположенностей к тому, чтобы это стало каким-то ключевым моментом в межэтнических отношениях. С середины XIX века это слово существует как заимствование из французского языка у нас. И, если мы сравним, скажем, с теми же западными языками, то к 1700 году, например, это уже очень давно, Англия стала ведущим, выгодополучателем от работорговли. Но этой работорговлей они занимались до того не одно десятилетие и конкурировали с другими европейскими государствами. Понятно, что поэтому раса в контексте их межэтнического взаимодействия будет играть гораздо более серьезное. Место ей будет отводиться в том образе мира. Это мы видим там в Америке, например, предпринимаются даже попытки пересмотреть это понятие вот в его академическом смысле. Там существует так называемый расовый пентагон, 5 этнорасовых образований выделяется, но в Австралии немножко другая ситуация и тоже. То есть это отдельный вопрос, сейчас нет времени о нем говорить, но факт тот, что
Для нашего языкового сознания, конечно, раса не является каким-то ключевым словом, но, какова же, психическая, психологическая структура вот этого значения этого слова? Вот здесь я ее представила, здесь мы видим зоны, которые тут можно выделить. Мы видим, что все смысловые контуры, которые представлены в, толковании лексикографическом, в толковом словаре, они все здесь присутствуют. Действительно, академическая структура такая по сути своей. Правда, в ней особое место отводится, негроидной расе. Вот мы видим эти слова, я здесь выделила, и она, противопоставляется, европеоидной, то есть белое и черное. Вот это как бы, та, оппозиция, которая, сложилась на основе знания о том, что происходит у нас, в западном контексте. Если мы посмотрим на, вот эти стереотипы, о которых я говорила, советского времени, то вот они выделены здесь курсивом, они все присутствуют. И, нация, национальность, раса встраивается в этот, в контекст национального в том восприятии, которое господствует у нас, в нашем сознании. Она также не имеет значения, как и национальность, и народность, да, не на первом плане. Люди также могут принадлежать к этому, но она требует уважения. Здесь присутствуют, однако, и этнополитические концепции западные вот, в этом, значении. В обратных словарях мы наблюдаем ситуацию, когда, а, в здесь разные падежи, падежные формы этого слова. Здесь мы видим в принципе, те же самые, акценты, оппозиция, вот равенство и неравенство присутствует, превосходство расового. Чем ближе к нашему времени, вот уже в последние десятилетия, расизм начинает как-то поднимать голову, и, часто, именно в связи, с украинскими событиями и активацией вообще вот этих, концепций фашизма, нацизма, расизма. Они в целом очень сильно ассоциативный вес, свой увеличили за последнее время. Но, это видно из других ассоциативных полей. В ассоциативном поле раса мы также видим, здесь встраивается, эти словоформы, эти образы встраиваются, в нашу, национальную парадигму, весьма позитивную при этом. Национальность, если мы посмотрим сюда, здесь мы также увидим и признаки, роста, этнизации, если хорошо проанализировать это, поле. Вот здесь мы также видим, вот я выделила, а, маркеры, советского восприятия национального. Если мы посмотрим обратные словари, то здесь также наблюдается некий, те же самые единицы выделяются, но наблюдается некий рост, повышение ассоциативного статуса русского, особенно, вот Сибас-2, самые последние наши данные. Национализм — это уже такое слово, которое имеет отношение уже к этнополитическим концепциям. Это такой общий термин для них. Поэтому здесь мы находим противоречивую структуру. С одной стороны, запечатляется здесь опыт нашего контакта с западноевропейской суперэтнической системой, с другой стороны, наши собственные. Вот здесь мы видим очень, негативное, отношение к национализму, выделено красным. Но противоречивость в том, что вот здесь он в прошлом, он пропал, а тут мы видим, что он уже везде и существует вот в единичных реакциях. То есть, противоречивость образов есть. Очень яркие образы, отражающие место исторической памяти нашего контакта с, германским фашизмом, победы над ним, они здесь очень ярко представлены, в этом, смысле. Хотя и национализм уже помещается и в наш, российский контекст. Есть и нейтральные единицы. Здесь также мы наблюдаем, в обратных словарях некое повышение значимости именно русского. То есть, специфика этнического чувства у русского человека, оно не этноцентрично, он воспринимает себя в окружении дружественных народов. Это не значит, что у него нет национального чувства, оно просто вот такое специфичное, как об этом писала и, Светлана Владимировна Лурье. Ну и последнее слово, на которое я бы хотела обратить внимание, его психологическое значение, оно особенно интересно, потому что ассоциативные поля здесь богатые. Вот в перестройку мы видим раз, это уже последние наши десятилетия.
до 21 века. Здесь мы, если рассмотрим зону номинации, толкования прилагательного национальный, то мы видим, что во все периоды, уже начиная с перестройки, здесь наблюдается какое-то устойчивое ядро. Вот оно выделено здесь красным. Это устойчивое ядро, оно воспроизводится постоянно. Язык, правда, ну, некоторые подвижки есть внутри этого ядра. Праздник – это как раз вот тот случай, когда национальное выпячивается и демонстрируется. Да? Вопрос национальный, он может наполняться, конечно, разным содержанием в разное время, но мы видим, что озабоченность тем, что это действительно может создавать конфликты, она тоже присутствует. Если мы посмотрим на негативную сторону, хотя в целом ассоциативные поля очень национально воспринимаются очень позитивно русским языковым сознанием, негативная сторона, она очень небольшая, особенно в последних данных. Интенсивность ее где-то около 10% примерно. Вот внизу мы видим. В перестройку было немного побольше, но тем не менее ядро основное сохраняется во все эти периоды. Курсивом я выделила еще то, что выделяет наше вот общесоветское стереотип, о которых я говорила. Раз пытается встроиться в национальное, пытается у нас. Другие зоны также показывают наличие устойчивого ядра. А вот если мы посмотрим на связанные с идентичностью толкования, здесь мы увидим, опять же, возрастание, вот, значимость русского, она повышается, и она существует, в этих базах она отражается. То есть этнизация – это процесс, который идет. Если мы увидим вот зону, где одушевленные номинации, люди и их роли, то здесь новообразование. Значимым стали герои, именно российские, русские герои, патриоты. Вот это то, что выходит на первый план. Заметим, что эти данные были собраны еще перед самой-самой специальной военной операцией, она еще не началась, но герои у нас уже появились. В качестве выводов я бы хотела обратить внимание вот на что психологические значения слов маркеров национального имплицируют следующие данные, подтверждающие в значительной степени то, о чем пишут этносоциологи. Исчезновение советской роли в идентичности нашего постсоветского человека привело к тому, что опора осталась только на образ народности нации, сложившейся в советское время. То есть этнизация образа мира начинает проходить на основе вот образа, сложившегося еще в советский период времени. Ведь подъем этнического самосознания происходит с сохранением специфики национального чувства русских, что, видимо, очень хорошо, то есть с сохранением комплементарности в межнациональных отношениях без изоляционизма и без этноцентризма, свойственного как раз западному суперэтносу, поэтому и конфликты плодятся у нас. Все эти процессы, вот они сопровождаются укоренением историко-культурного сценария, который закреплен жесткими смысловыми связями, основанными на опыте предыдущих поколений, вот с прототипом гитлеровского фашизма. Я не привела здесь некоторые ассоциативные поля от фашизма, нацизма, расизма, но там это выражено ну, очень жестко. И если мы посмотрим попробуем строить какие-то прогнозы, то, вероятно, дальнейшее закрепление, укоренение сценария с положительной комплементарностью в межэтнических отношениях при интериоризации нового опыта, особенно вот того опыта, опыта применения навыка в межнациональных отношениях. Он сейчас применяется как раз в военном формате, где представители разных народов вынуждены вот воевать против этой антисистемы украинской. И это, опять же, вот этот навык тренирует у нас. Скажем. У меня все. Если есть вопросы, еще минутки 2 у нас осталось. Я немножко перебрала время, прошу прощения. Нет вопросов? Да? Ну хорошо, коллеги, спасибо за внимание. Если вопросов нет, то я предоставляю слово Наталье Владимировне Уфимцевой. Наталья Владимировна Уфимцева, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания филологического факультета МГУ. Она руководитель научно-образовательного центра межкультурных исследований. Этот центр очень много дает нашему психолингвистическому сообществу. Центр имени Алексея Алексеевича Леонтьева. В настоящее время он такое автономное самостоятельное образование. И те, кто интересуется психолингвистикой, могут там найти выступления ведущих отечественных психолингвистов, работающих в разных областях над разными темами. Наталья Владимировна также является соруководителем ведущей научной школы «Русская языковая личность». Пожалуйста, Наталья Владимировна. Ирина Владимировна, у меня камера почему-то не включается. Я не могу. Включается? Да-да. Камера не включается. Микрофон я включила, камера не включается.
А может быть, вы попросить господина Кошелева свою камеру выключить? Тогда, может быть, включится моя. С удовольствием. Мгм. А как же мне выключить камеру-то мою? Там, если рисуночек, на него нужно нажать. Так, коллеги, Наверху ну пока, написано камера. пока господин Кошелев справляется с задачей, я сделаю маленьких два объявления. Во-первых, я должна сказать, что у нас очень радостная новость. Наш журнал «Вопросы психолингвистики» вошел в список МГУ для тех журналов, в которых должны быть опубликованы научные работы для защиты в научном совете МГУ. То есть как бы он вошел в такой вот элитный список МГУ. Это первая новость. Вторая новость заключается в том, что нам удалось, опять же, на площадке МГУ организовать программу повышения квалификации по психолингвистике. Она начнет работать в ноябре. То есть эта программа еще она будет трехмесячная, с дипломом, со всеми соответствующими формальными бонусами за участие в ней. Я также пришлю вам, Ирине Владимировне, ссылку пришлю, она распространит ее, как можно записаться на эту программу. Так что вот такие, можно сказать, продвижения нашей психолингвистической проблематики с помощью платформы МГУ вот происходит. Я думаю, что очень это хорошая информация, хороший знак для нас. Так, значит, я по-прежнему не могу включить свою камеру. Так. Она у меня не включается, несмотря ни на что. Микрофон включился, камера не включается. Так. Ну, мы это пока не можем контролировать, это зависит от вашей системы, видимо. Она у меня была сначала, когда только мы начали, она включалась, сейчас она просто, я не могу ее включить. Она у меня перечеркнута, поэтому не А включается. у вас есть презентация, Наталья Владимировна? Да, конечно, сейчас Можно я презентацию открою. включить? Да, сейчас. Наверное. Сейчас. Да, сейчас я попробую. Так. Сейчас. Видно ее или нет? Не видно, наверное. Пока не видим. Пока не видно. Ну, я вот пытаюсь включить, у меня почему-то не получается весь экран. Так, весь экран. Так, может быть, тогда вы сами включите мне презентацию. Но сначала, если возможно, включите мне, пожалуйста, вот эту таблицу 1. Дайте секундочку. Угу. Таблицу 1 тогда включите, пожалуйста. Так, коллеги, я как бы в своем выступлении не буду касаться межнационального общения, а буду концентрироваться только на языковом сознании носителей русской культуры. Вот появилась как бы первая табличка, в которой я буду говорить, но я, поэтому еще раз повторяю, я не буду говорить о межнациональном общении, не буду сравнивать русскую языковую личность ни с какой другой, и пафос моего выступления заключается в том, что я пытаюсь проследить вот как бы доминанты нашего сознания на протяжении 30 лет, нет, даже не 30 лет, даже, наверное, 40 лет, как мы как бы занимаемся вот этим ассоциативными экспериментами, и тем самым можем именно продемонстрировать вам образ мира русских и те изменения, которые в нем произошли и происходят. Ну вот, и хочу сказать, что ну, сами, для вас, ни для кого не секрет, что живем мы с вами действительно в очень сложное время, но это время интересное, потому что мир меняется на глазах, и как бы вот уже сейчас в своей валдайской речи наш президент сказал, что, то есть заявил о России как о самостоятельной, самодостаточной цивилизации, что как бы для меня, во всяком случае, просто большое счастье, должна сказать. Я не думала, что до такого я доживу. Вот. И на самом деле это время, когда формируется образ нашего будущего. Образ будущего нашей цивилизации, в том числе и образ будущего как бы русских в рамках этой цивилизации. Вот. Но мы знаем, психологисты, мы знаем, что образ будущего – это всегда проекция прошедшего настоящего, то есть образа прошлого, который сформирован в той или иной культуре. Значит, и тем самым для того, чтобы этот образ будущего
действительно отражал особенности культуры и был продуктивным для развития этой культуры, необходимо, чтобы знания о нашей истории, ее смысле, о наших ценностях вышли в светлое поле нашего сознания, простите за некоторую тавтологию. Значит, это означает, что вуз будущего адекватно будет только в том случае, если мы будем иметь правильное представление о нашем прошлом. Значит, в противном случае образ будущего всегда будет построен по чужому лекалу. Таким образом, чтобы построить, на мой взгляд, образ будущего для нашей цивилизации, необходимо вернуться к собственному образу прошлого, сложившемуся в процессе развития русской культуры. И надо вывести его в светлое поле сознания, признать его ценность. Вот современную ситуацию можно описать словами Владимира Викторовича Колесова, который писал: «Мы говорим о народной русской ментальности, прикрыто давлением извне, влияниями и заимствованием внешних форм. Это привело к некоторому искажению коренного свойства русскости, но главное, к частому отходу от внутренней логики собственного развития». Значит, вот эта логика собственного развития и отход от нее, она очень хорошо отражается на самом деле в структуре языкового сознания и по данным наших ассоциативных экспериментов, тех самых ассоциативных баз данных, о которых говорила Ирина Владимировна. Значит, для того, чтобы на самом деле оценить эти изменения, необходимо как бы обернуться глубоко назад, посмотреть на ту систему ценностей, которую наша цивилизация получила в наследство, и как это наследство живет в языковом сознании наших современников. Поскольку, как опять же говорил вполне справедливо Владимир Викторович Колесов, о ментальности можно говорить только в исторической перспективе. Тогда она не конструируется, а создается в действительных своих различиях. Вот мы это видим на самом деле и по материалам наших языковых вот этих вот ассоциативных баз данных в том числе. Значит, в качестве вот этого исходного образа я возьму те представления, которые были сформулированы Татьяной Ивановной Вендиной в ее книжке «Средневековый человек в зеркале старославянского языка». Поскольку она сама писала, что вот этот самый образ средневекового человека, который она как бы выявила по материалам старославянского языка, он оказался нашим молчаливым наследием. Именно это наследие, как бы вот мы развивали, мы его, как бы на него мы опирались, и это было наследие, которое определяло на самом деле образ нашей цивилизации, или должно было его определять. Значит, я выделю только несколько моментов, но хочу просто начать с того, что вот писала Татьяна Ивановна Вендина, что внимание к человеку и в языке культуры мотивируется, то есть человек – это центральное понятие образа мира и того же средневекового человека, и нашего с вами образа мира. Но с точки зрения Вендиной, это внимание к человеку в языке культуры средневековья мотивируется двумя причинами. Во-первых, прежде всего, потому что Бог рождает себя в людях, а во-вторых, потому что человек рождает себя в Боге. Именно поэтому для формирования личности средневекового человека первостепенное значение имели ее взаимоотношения с Богом. И вся картина мира, вот, которую раскрывает Татьяна Ивановна, она как бы находится как бы под Богом, говоря не очень научным языком. Значит, и показателем этих отношений, то есть взаимоотношений с Богом, по мнению Вендина, является отношение человека к самому себе, которое в старославянском языке выражается в постоянном самоукорениях, прегрешениях перед Богом, перед людьми и самим собой. Этот факт, с точки зрения Татьяны Ивановны, свидетельствует о том, что сформировавшаяся личность, хотя слова личности нету в старославянском языке, способна критически воспринимать и оценивать себя, поскольку обязательным признаком личности является совесть. То есть вот мы видим на материале этого анализа, что, естественно, прежде всего признаком личности является совесть. И как бы представляя себе как человека, который находится в постоянном взаимоотношении с Богом и должен этого Бога в себе найти.
Значит, и я еще раз повторяю, Татьяна Ивановна считает, что язык культуры Средневековья, ее ценностные императивы оказались во многом созвучны русской культуре, являясь нашим своеобразным молчаливым наследием. Вот мы сейчас посмотрим, как несколько моментов этого молчаливого наследия проявляются и трансформируются в языковом сознании наших и современников, и уже на самом деле нас самих, поскольку здесь мы видим материалы, начиная с 88 года и до 2021 года. Значит, это, к сожалению, табличка, она не влезает полностью на экран, поэтому можно ее подвинуть как-нибудь. Чуть-чуть вверх, чтобы убрать вот эту верхнюю. Значит, я остановлюсь только на нескольких моментах анализа. То есть я хочу посмотреть, как человек представлен в нашем образе мира. И здесь вы видите, что человек по-прежнему центральное понятие в образе мира русских. И человек, жизнь и дом – это три понятия, которые постоянно как бы возглавляют образ сознания носителей русской культуры. Вот. Но существенные изменения произошли в нескольких позициях. Значит, во-первых, вы видите, что я... Вот, спасибо, замечательно. Значит, я... Нет, давайте там, где все видно. Можно, где все видно. Где две этих самых вместе. Значит, вот я, представляя себе я, если в расе оно было на 36-м месте, то мы видим, что вот в расе и Себасе оно сдвинулось значительно более высокую позицию, то есть в Евразии, в Себасе в первом это 10-я позиция, в крымском словаре это уже 8-я позиция, а в Себасе 2 это 7-я позиция уже. То есть представление о себе как о личности очень возросло, заняло значительно более серьезные позиции в области мира русских, современников особенно. Значит, еще как бы одна важная вещь. Можно показать две таблички сразу на одной, значит, на одной страничке сразу. Значит, это понятие власти. Ну, во-первых, дурак, человек перестал себя ощущать дураком, да, значит, дурак ушел из светлого поля сознания, и власть, которая как бы не входила в ядро сознания русских в расе, она появилась, например, в крымском словаре уже на 47-м месте. Значит, теперь, пожалуйста, откройте презентацию. Это такой общий просто, общая пробежка по структуре нашего языкового сознания русских вот за эти 30 лет. А сейчас мы более подробно поговорим об этих изменениях. Пожалуйста, мне откройте презентацию. Нет, презентацию, саму презентацию откройте, пожалуйста. Нет, не таблицу, а саму презентацию, пожалуйста. Наталья Владимировна, вы пока не видите? Нет, я не вижу, я вижу только табличку. Я вижу только табличку. Уже видим презентацию, так, прошу прощения. Сейчас я еще раз тогда перезапущу. Вот, вижу презентацию. Да, вот. следующий, пожалуйста, после... Так, мне следующую табличку с человеком откройте, пожалуйста. Так. Следующий слайд. Таблица один человек. Да, я его открыла, просто есть некоторая задержка. Так. Поняла. Значит, ну вот на следующем слайде мы видим таблицу, в которой представлено представление об образе человека вот в этих четырех базах данных. Значит, это, еще раз повторяю, раз, Евраз, Себас и крымский словарь. Так, значит, мы видим, что в расе, то есть это 88-98 год, то есть конец 20 века, на самом деле это образ мира советского человека. Значит, он прежде всего человек хороший и добрый. Личность там где-то разумная, конечно, тоже присутствует, и личность где-то есть, но это вот, видите, значительно дальше, это всего 6 частота этого понятия. А уже в Евразии, в Себасе первом, это прежде всего человек разумный. А в крымском словаре это уже человек просто, это прежде всего личность. Значит, вот личность появляется как существенный признак человека, и она занимает очень существенную позицию в образе себя, скажем так, в образе человека вот, по мере движения к современности. И еще повторяю, просто хороший и добрый человек превращается в человека прежде всего разумного и в личность. Значит, следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд. Да, сейчас. Угу. Значит, что еще я хочу сказать? Значит, если по-прежнему человек
находится как бы в центре образа мира русских, однако изменилось как бы качество этого человека. То есть, нет, следующий, это не все то же самое, только увеличенное. Значит, на самом деле как бы качество человека изменилось. С одной стороны, мы видим, что да, вот, как бы его самосознание и представление о нем изменилось, но изменилась еще и его как бы вот такая гендерная характеристика. Значит, если во всех следующих, предыдущих, вот, пожалуйста, значит, и в расе, и в Еврасе, в Сибасе, первом и крымском словаре, значит, нет, не надо, не следующий, мне первый нужно, вот предыдущий, пожалуйста, там, где предыдущий, не надо двигать дальше. Да-да-да. То есть сейчас он вернется вместо таблицы 1, так? Таблица 2 мне нужна, не таблица 1, таблица 2 мне нужна. Но она открылась сейчас. Третья таблица открылась. Таблица третья открылась. Сейчас. Мне вторая Прошу нужна. прощения, это просто задержка. Сейчас у нас уже вторая, сейчас она откроется у вас тоже. Так? Так. Значит, мы видим, что изменилась гендерная характеристика. То есть как бы по мере движения к современности наш человек теряет мужественность. То есть если, как бы, еще раз повторяю, и в расе, нет, опять на первую, мне на вторую нужно. Наталья Владимировна, у нас таблица вторая открыта, честное Да, слово. все, спасибо. Теперь я тоже уже вторая. Значит, получается, значит, если в расе, Сибасе первом, прежде всего, человек был образом мужчины, то вот уже в крымском словаре люди, ребенок, потом парень, а потом уже мужчина, а в Сибасе втором мы видим, что уже девушка стоит даже выше, чем мужчина в образе себя, этого человека. Поэтому как бы вот теряется мужественность в образе мира, в образе человека. Но это мы видим на самом деле по поведению многих наших релакантов, скажем так. Пожалуйста, следующую табличку, третью табличку. Значит, я вам говорила, что вот поскольку человек стал разумным прежде всего и стал личностью, то, естественно, дурак, который входил в ядро сознания русских и занимал позицию 9,5, да, ранг у него был 9,5, естественно, трансформируется в образе себя для людей, которые ощущают себя разумными и личностями. Значит, но интересно, что в расе этот дурак был очень интересный. Это явно, так сказать, наше культурное явление, где дурак – это и умный, и, как бы, и умный дурак, и юродивый, и просто глупый человек. То, значит, движение, скажем, в нашем сознании от раса к Сибасу второму даже, это как бы движение, которое там демонстрирует, что дурак-то стал просто глупым человеком и на самом деле карточным, названием карточной игры, прежде всего. То есть вот тот цветущий дурак, который в русской культуре был представлен еще в расе, уже в последних крымском Сибасе он отсутствует. Я так и не увидела его, поэтому все, что я хотела сказать, я уже сказала. Вот. Значит, очень интересные, как бы, таблицу 4, пожалуйста, если можно. Значит, очень интересные изменения представления образа себя произошли, когда мы говорим о местоимении «я». Да. Вот я вам говорила, вы видели уже в большой табличке, что я стояла на 36-м месте в образе мира русских, и если мы вспомним, скажем так, некие представления, которые были сформированы, скажем так, вот, Василием Степановичем Юрченко, который говорил о русском следовании личных местоимений. И с его точки зрения, человек, это применительно к человеку, это такая была последовательность местоимений: он, ты и я. Значит, вот по материалам нашего словаря мы видим совершенно другую ситуацию. Я не знаю, какую таблицу вы видите сейчас, простите, коллеги? Четвертую, я. Да, я, значит. Вы видите, что, значит, прежде всего, если в расе это было я, ты и мы, да, как бы, такая последовательность, потом был он, то в последующих наших базах, во-первых, выпадает мы в качестве
как бы собеседника, да, этого «я». Вот, и меняется совершенно структура этих отношений. Пожалуйста, следующую таблицу, 5-ю, покажите. Значит, мы видим, что набор этих местоимений, то есть образ себя, он очень сильно меняется. Именно в расе он был наиболее разнообразным, скажем так, а дальше он стандартизируется, и мы видим, что в обратном словаре это всегда «вы», «мы» и «он», независимо от времени, да, независимо от слова. А в прямом словаре это всегда «ты», «он» и «мы». То есть то как бы, что нам предлагает в качестве русского исследования Василий Семенович Юрченко, он, ты, я, фактически мы не находим этого в нашем образе сознания, то есть я в любом случае выходит на первое место. И это, естественно, связано с тем, что человек осознает себя личностью, разумной личностью, и, естественно, лучше и так далее. Значит, и очень интересно, последнее, что я хотела бы сказать, показать вам, это отношение к власти. Вот отношение к власти, которое мы унаследовали с одной стороны. Пожалуйста, следующую табличку покажите. И от как бы средневекового человека, который рассматривал власть как сильную, которая должна была как бы управлять и наказывать, но эта власть, естественно, была, опять же, под Богом, и перед Богом отвечала за свои действия. Значит, и самое удивительное, что в русской культуре было как бы вот разделение понятия о власти и понятия об авторитете. То есть люди не стремились к власти, потому что прежде всего самым важным понятием было уважение окружающих, то есть авторитет и уважение окружающих. И они не всегда совпадали. Высокий социальный статус и уважение окружающих не всегда совпадали. И то же самое мы наблюдаем на самом деле по материалам наших всех ассоциативных баз данных. То есть и в расе, и в последующих наших словарях мы видим, что как бы встречаем такие утверждения, что власть портит человека, не хочу власти и так далее. То есть, значит, как бы вот, ну хорошо, авторитет вы пропустили, ну ладно. Значит, и власть до сих пор, мы видим авторитет, как вот видите на этой табличке, я не знаю, какую табличку вы сейчас видите. Я вижу, значит, ну, нужно было предыдущее, но неважно. Значит, власть и авторитет – это прежде всего уважение, да, уважение. Значит, таким образом, в качестве исходной позиции это не стремление к власти и расхождение между высоким социальным статусом и уважением окружающих. И вот самые серьезные изменения произошли именно в последние 10 лет в сознании наших современников, в языковом сознании русских. Значит, если еще в Сипасе и в Расе и в Уральском мы видели, что, скажем так, по данным социологов, всего 1% стремился к власти, а 2% хотели занять высокую должность. Из всех респондентов опрошенных, это Томская инициатива, это социологическое обследование, значит, то уже мы видим в Красе, к сожалению, я не могу по Еврасу-2, по Сибасу-2 показать эти данные, просто не успела их посчитать. Значит, вот по данным социологов, да, в данном случае я ссылаюсь на исследование иркутского социолога Лисаускене. Она исследовала 3 поколения наших современников, в том числе последнее поколение зедов, которые существенно изменились, их образ мира существенно изменился. Значит, и они нам демонстрируют уже совершенно... Нет, мне, пожалуйста, следующее, пожалуйста. Значит, эти молодые люди, фактически самые молодые из поколения, которые мы обследовали, можно считать, что это результаты, которые демонстрируют нам Крас, а также Сибас II. Значит, вот эти испытуемые, которые были объектом исследования, они к власти относятся совсем уже иначе.
Во-первых, значит, стать политическим лидером хотят 3,4% этих респондентов, а иметь власть и высокое служебное положение 9,3%. Значит, вот успех для зетов – это стать политическим лидером, иметь власть, высокое служебное положение, хотя это не главное, но тем не менее вместе это уже почти 13%. Учитывая, что, скажем так, по Темтонской инициативе это было не больше 3%. То есть мы видим существенное изменение как бы, о власти, то есть и о представлении о жизненном успехе в сознании наших молодых, самых молодых испытуемых. И то же самое мы видим на самом деле в результатах ядра языкового сознания по материалам Крымского ассоциационного словаря, потому что власть в этом в ядре сознания занимает 47-е место уже. Если там на 65-м, 64-м была на Евразии и Сибасе, то это уже 47-е место, как бы власть значительно более привлекательная для наших респондентов понять, реалия, и они к ней стремятся, как вы видите. При этом, еще раз повторяю, вот эти зеты, так называемые, они демонстрируют полную индифферентность государства, то есть никаких долгов перед государством они не видят, они государству ничего не должны, в принципе, они как бы позиционируют себя как граждане земли, а не как граждане какого-то конкретного государства. Вот. И, соответственно, сейчас повторяю, существенно изменился образ себя и образ, тем более отношения к власти, вот в их представлениях. То есть это на самом деле сознание значительной части нашей молодежи. Я думаю, что вот представление о себе как личности, о себе как центре мира, я на самом деле фактически центр мира, я личность, во-первых, это еще раз говорю, это разрушение традиционного образа сознания для русских, поскольку я никогда не была центром мира в нашей культуре, значит, это фактически вот движение к тому, что мы видим в ядре сознания англичан, me man, это в центре мира стоит я, мужчина, я человек, да, значит, здесь тоже, если уже на седьмом месте стоит я в Сибасе-2, значит, то это как бы, сейчас повторяю, разрушение тех традиционных устоев, на которых строится наша культура, поэтому как бы вот строить образ будущего вот с такого рода языковым сознанием на самом деле достаточно сложно, поскольку это не образ будущего будет нашей собственной культуры. Значит, и с чем бы я хотела закончить, поскольку, сейчас повторяю... Время у нас уже вышло. Да, я подвожу итоги. Значит, прежде всего я хотела бы обратить внимание на то, что в образе мира средневекового человека нету слова личность, но есть личность, поскольку она ощущает себя под Богом, и у нее есть такое замечательное свойство, как совесть. А вот в образе мира наших самых молодых современников есть понятие личности, но совести нет, значит, они не личности. Вот там личность была сформирована, поскольку она как бы ощущала, занималась самоанализом, и у нее был высокий образец в ее жизни. Значит, вот, к сожалению, значительная часть наших молодых современников, которые оказались и объектом нашего исследования, такой личностью не являются. Это есть слово, но нет понятия. Там есть понятие, нет слова. Поэтому, еще раз повторяю, вот эти существенные изменения, которые мы наблюдаем, они говорят о том, что нам очень серьезно нужно заняться анализом собственной нашей культуры, восстановлением той системы ценностей, которая ей свойственна. И только тогда наш образ мира, который мы будем формировать для нашего будущего, будет адекватным способом развития этой культуры. А если русская культура и носители русской культуры не осознают себя и не как бы восстановят свой естественный образ мира, тем самым как бы развитие нашей всей цивилизации будет под угрозой, потому что именно русский является локомотивом нашей с вами цивилизации. На этом я хотела бы закончить. Вот. Ну, еще два слова хочу сказать, что язык – это не просто инструмент межкультурного общения. Язык – это центральный инструмент нашей с вами психики. Поэтому формирование языка, развитие гуманитарного знания сейчас
крайне необходимо и является самой важной задачей, на самом деле, в образовании. Не цифровизация, а именно развитие гуманитарного образования и осознание того, что слово, наш язык – это центральный функциональный орган нашей психики. Без его развития никакой профессии мы хорошо не овладеем. Поэтому большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мы с вами справимся и с этой задачей. Хорошо, спасибо большое, Наталья Владимировна. У нас не остается совсем времени на вопросы, ввиду того, что исчерпан лимит. Я предоставляю слово Ларисе Олеговне Бутаковой, доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций Омского государственного университета с докладом на тему диагностика современных тенденций речевой деятельности в интерьере региональных портретов русскоязыковой личности. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Видно презентацию? Видно. Я сама буду ее листать. Очень Хорошо, в таком порядке, как она есть. Боюсь, если я выведу на полный экран, то она прекратит листаться. Давайте, Во-первых, я вас всех поздравляю с замечательным событием. Очень интересное обсуждение уже началось. И мне кажется, что оно вот в том направлении движется, в каком нужно, если можно так выразиться. Итак, попытаюсь произвести обзор, что сделано у нас в регионе и какие модели, каких языковых личностей, какие региональные портреты у нас уже есть и что можно делать в перспективе с учетом того, какие тенденции речевой деятельности сегодня развиваются, и тенденции развития языкового сознания тоже существуют. И как же это можно диагностировать? Можно, конечно, пойти по тому пути, который Наталья Владимировна сейчас блестяще продемонстрировала. Но можно идти другим путем. Речь идет о традиционно известных психолингвистических, дискурсивных, коммуникативных и иных моделях языковых личностей. И если посмотреть на них внимательно, то, конечно же, следует говорить о том, что у каждой модели, поскольку это модель, есть свои возможности, свои ограничения, и эти возможности и ограничения связаны не только с выбранными теоретическими основаниями, но и с наличием речевых продуктов, то есть текстов, коммуникативных фрагментов, записей устной, письменной речи, виртуальной переписки и так далее, по которым, собственно, эта реконструкция и производится. Если бегло посмотреть на модели, например, модель Юрия Николаевича Караулова, чаще всего по ней восстанавливается речевая деятельность так называемого среднего носителя языка, но есть тут и модели конкретных личностей, ограниченные возможностями материала и возможностями периода временного, социальными возможностями и так далее. Дискурсивная или коммуникативная модель, чаще всего ее реализуют диалектологи, специалисты по городскому просторечию, и здесь всегда или чаще всего либо широкий круг лиц без выделения уникальных признаков, либо наоборот, выделение уникальной личности и описание этой личности в динамике или в статике, в синхронии, в диахронии и прочее. Но чаще всего эти модели имеют региональный либо социальный характер. Если говорить о третьей модели, дискурсивной модели Седова, я модель Богина не обсуждаю сейчас по своим причинам, то Константина Федоровича Седова, то здесь прослеживается, как правило, связь с особенностями коммуникативной компетенции личности разного возраста, но от детей маленьких до среднего школьного возраста, в частности, у Седова это описано, и вполне возможно здесь учитывать территорию, регион, но, как правило, в таких моделях именно эти параметры не учитываются. Вот это все, такой беглый экскурс, заставляет говорить о том, каким образом производить моделирование какой языковой личности, если мы хотим диагностировать речевую деятельность носителя языка, например, в рамках региона или города. Какие же тут стратегические линии и проблемы возникают? Ну, например, проблема следующая. Если мы выбираем так называемую модель усредненного представителя региона, допустим, на основе описания совокупности его речевых продуктов, то сразу возникает вопрос, кто же будет изначально принят за такую языковую личность. Но я не случайно ссылаюсь на работу коллеги Елены Николаевны Гуц. У нее был усредненный подросток выбран в свое время для такой модели, и были построены его модели языковой личности, впоследствии языкового сознания. Но первая модель – это 1995 год, а вторая модель – это 2004-2005 год. Как мы видим, уже достаточно времени прошло с того момента, и можно начинать все это делать опять сначала.
И тут свои вопросы, как осуществить репрезентативную выборку представителей разных возрастных, социальных, гендерных и прочих групп и так далее. Если мы берем модель не усредненного представителя региона, а какого-то иного, то тут другие вопросы возникают. Какие типы продуктов речевой деятельности явятся материалом для построения такой модели и как их получить? Вот последнее особенно актуально. Как ограничить объем этого материала, каким образом учесть жанровое либо разнообразие, либо однообразие, описать, например, доминантные концепты, смысловые поля и так далее. Ну, можно пойти по тому пути, по какому идут представители Пермской школы, развивая так называемые направления социальной диалектологии и делая выборки на большой группе текстов, обсчитывая их, моделируя математическим образом и так далее. Третье, дискурсивная модель, если мы остановимся на ней, то тут свои проблемы. В какой степени следует описывать дискурсы, дискурсивные практики жителей региона, города и области, а главное, как их зафиксировать еще. В частности, нужно ли описывать, по всей вероятности, нужно, естественную письменную речь в виртуальной среде, и это доступно, письменную речь институционального типа, порталы городских властей, областного правительства, там, региональных министерств, это же тоже наши личности, хоть и институционального типа, они тоже региональные, они в регионе реализуют свою деятельность и осуществляют коммуникативное взаимодействие со своим электоратом и жителями региона. Медиадискурс тоже представляет собой отдельную область для описания, поскольку там можно и отдельные языковые личности описывать, региональных журналистов, и всю вот эту совокупность как некую среднюю модель. Если мы говорим о многонациональном, поликонфессиональном, полиэтничном регионе, каким является наш регион Омской области, наш город Омск, то, конечно же, встает вопрос о этнокультурной модели, каким образом отразить полиэтничность региона и города вот как раз в ходе диагностики речевой деятельности его жителей или их жителей, и как воссоздавать этническую идентичность или неидентичность, если таковая имеет место быть. Я обозначила только 4 типа моделей, но понятно, что идеальная модель вот региональной языковой личности должна включать все вышеперечисленное и объединять это в некую комплексную систему, в которой изначально по определению объем и состав компонентов окажется неоднородным. Если мы посмотрим на официальные данные, вот они на слайде вам видны, этнического состава Омской области, национального состава на 2010 год, там, наверное, показатели какие-то изменились, но лидирующие группы остались прежними. И если посмотреть на возрастную структуру населения, это уже на 2021 год, трудоспособная, моложе трудоспособного возраста и 55,1% в трудоспособном возрасте, то становится очевидным, что идеальная задача и возрастную структуру отразить, и этнонациональную. Но этнонациональная, пожалуй, будет наиболее актуальна на сегодняшний день по определенным причинам. И есть вполне официальная справка, что действует в Омской области и в городе Омске. 140 центров традиционной культуры, и дальше по слайду можно посмотреть, 44 образовательных учреждений с этнокультурными компонентами в преподавании. Заметьте, компонентами в преподавании. Да, есть и немецкие, и татарские, и казахские языки, но преподавание ведется на русском языке все равно. И даже в частной школе немецкой, в которой заявлено с 1992 года, что образование ведется с углубленным изучением немецкого языка как родного, на самом деле все равно лидирующий язык там будет русский, потому что госстандарт, по которому работают школы, частные они или государственные, это стандарт образовательный, который связан с родным русским языком как государственным языком. Есть воскресные школы, есть курсы по изучению немецкого, татарского и других языков при национальных центрах в нашем городе и области, и даже газеты издаются. Но если опрашивать студентов, а наши студенты разные этнические группы представляют, то все говорят на русском языке, учились на русском языке, удивляются, что есть газеты национальные на каких-то национальных языках, и далеко не у всех дома говорят на других языках, на том же немецком, ну, в области говорят, но тоже современное поколение молодое реже в их семьях говорят на этих языках, ну, на казахском, кстати, говорят, и на татарском тоже. Но и вопрос не в этом.
Все это есть, это официальная справка. А как это выглядит на самом деле через сознание носителя языка, через сознание жителей региона? Ну вот у нас есть уникальный словарь внешнего человека моей коллеги по кафедре Ольги Владимировны Каратун. Я открыла и на слайд вывела сейчас реакции, ассоциативные поля на словарь был опубликован в 2010 году. Эксперименты проводились несколько раньше, ассоциативные. Вот перед вами поле ассоциативное казах и поле ассоциативное татарин. Вот можно посмотреть на реакции, и даже при беглом сопоставлении видно, что казах, что татарин примерно одинаковую собой картину в языковом сознании жителей нашего города являют. Но, правда, опрашивали студентов, надо сказать. Я не буду на этих полях сейчас останавливаться и не хочу говорить о том, что этническая политика какая-то неправильная в регионе. Она продекларирована абсолютно правильно. Это на сайтах можно увидеть нашего правительства регионального и на сайте мэрии, и много мероприятий этнонациональной направленности. Но речь идет о том, где находятся национальные языки в регионе, и насколько портреты, так сказать, ассоциативные портреты этих представителей и немецких представителей, латышей, эстонцев, украинцев, белорусов, традиционно живущих здесь, какой вид они имеют в языковом сознании. Мы это не обследовали еще сегодня. Реакции 2010 года или эксперименты 2010-2008 года – это эксперименты уже значительно отстоящие во времени. Что сделано у нас в регионе коллегами-лингвистами и коллегами-психолингвистами, и при моем участии в том числе? Есть, можно говорить о том, что есть определенные моменты, касающиеся территориального профиля региональной лингвистической модели, и следует говорить о том, что эта модель достаточно полно разработана вширь, но не во всех аспектах вглубь. О чем идет речь? Полно описанный лексикон и тематическое своеобразие диалектных текстов, записей монологов диалектоносителей. Есть описание доминантных концептов, констант речи мысли Марины Александровны Харламовой, народной культуры, ценностные, этические, эстетические составляющие. И чаще всего здесь материалом выступает и выступал раньше записи устной речи и интервью с носителями старожильческих говоров Омского прииртышья. Наших диалектологов интересуют именно они, хотя есть новопоселенческие говоры и вообще есть все еще другое, что не обследовано и в картотеках не отражено. С другой стороны, мы описывали с моей аспиранткой в свое время Штехман вариант комплексной модели языкового сознания усредненного носителя говоров среднего прииртышья. В данной модели мы пытались сориентироваться на концептуальный, семантический, смысловой анализ и лексики, и прагматики, и высказывания, и текста. Но данная модель диалектологами критично была воспринята, а психолингвистами она была воспринята положительно. Дальше, что еще есть у нас, из чего можно моделировать, какой материал есть и по какому материалу можно моделировать какие составляющие модели. У нас есть 12 томов мемуаров, народных мемуаров, которые в свое время инициировал и издавал Борис Иванович Осипов, так называемая естественная письменная речь, можно это так обозначить, жителей города Омска и Омской области. Она частично описана нашими лингвистами в коммуникативном, дискурсивном и стилевых аспектах. Ну, вот народные мемуары очень интересная сама по себе. Серия автора мемуаров жителей региона, там крестьянин, солдат, заводская работница, сельский учитель, юрист и врач. Книги данной серии – это запись, это именно тот вид, эти мемуары имеют именно тот вид, в каком они были созданы их авторами. Научной редакции они не подвергались принципиально, такова была позиция Бориса Ивановича Осипова, они просто были подготовлены к изданию. И вот данный материал богатейший для воссоздания модели региональной языковой личности по так называемой естественной письменной речи. Но можно этот период обозначить как ближняя диахрония. У данных материалов налицо полижанровая направленность, и по ней можно воссоздавать определенную часть тезаурса, даже концептуальные какие-то вещи можно прописать, и прагматикон. Но людей определенной социальной группы по понятным причинам. Есть у нас варианты языковой личности, она тоже хорошо разработана, эти варианты, носители городского просторечия. Это работа Аллы Анатольевны Юнаковской, в частности, ее научные статьи и хрестоматия разговорной речи носителей массовой городской культуры на материале города Омска.
Вот эта хрестоматия уникальна тем, что там собраны записи коммуникативных фрагментов, как монологических, так и диалогических, по сферам употребления, темам, где указаны возраст, пол коммуникантов. Вот в связи с имеющейся вот этой информацией можно моделировать вполне определенные части языковой личности, региональные, ну, носителя просторечия, только просторечника. Есть у нас словарь города, словарь современного города, который был создан коллегами под редакцией и по инициативе того же Бориса Ивановича Осипова, но словарь включает преимущественно не литературные пласты, и трудно сказать, отличаются ли в данном случае эта лексика носителей жителей города Омска от вообще просторечной лексики на территории других территорий нашей страны. Но между тем иллюстративный материал словарных статей – это высказывания жителей города Омска, записанные составителями словаря. Они тоже могут выступать определенными источниками. Эти источники объемные для построения дискурсивных моделей языковой личности горожанина. Материалы словаря неполно описаны, и словарь вышел в 2003 году, но картотека продолжалась этого словаря и в более поздние годы она есть в цифровом варианте. Если говорить о полиэтничной модели личности нашего региона, то здесь фрагментарно и даже можно сказать, что незначительно фрагментарно она воссоздана. Частично она описана по фиксации устной речи отдельных представителей, чехов, поляков и немцев, компактно проживающих в районах Омской области, коллегами по кафедре Мариной Александровной Харламовой и Любовь Сергеевной Зинковской, но они преследовали другую цель, они не моделировали языковую личность, а в большей степени они отражали там отдельный момент речевой деятельности. В остальном эта национальная составляющая данной модели не реконструирована лингвистами. Но здесь большой вклад внесли историки и этнологи, но все равно у них специфический взгляд на данный предмет. Скорее он ретроспективен, чем синхронен. Ну вот опять же есть ассоциативный словарь внешнего человека, там национальностям посвящено 19 ассоциативных полей, и можно по нему описывать на момент, допустим, 2009-2010 года вот это вот состояние, как отражаются другие национальности в сознании жителей региона. Но есть и взгляд снаружи, я о нем говорила, это то, что представлено в институциональном дискурсе, и там заявляется и толерантность, и сохранение межнациональной гармонии и так далее и тому подобное. Все это вы на слайде видите, но это будет взгляд, опять же, не изнутри, а снаружи. То есть вполне определенная проблема есть. Если говорить о психолингвистических моделях, да, мы строили возрастные так называемые модели региональных языковых личностей, и хорошо, полно была описана модель ребенка дошкольного возраста, школьного, младшего и подросткового. Это наш проект «Детство в дискурсивном пространстве региона», модель пожилого человека в современных русскоязычных дискурсах. И заявляли мы поколенческую модель представителей разных поколений, в частности, игреков. Эта модель до конца не построена, но здесь есть вполне определенная основа. Есть результаты свободного ассоциативного и направленного ассоциативного эксперимента, есть анализ виртуальной переписки в сети Instagram. Но вот это интересно, и вот здесь вот есть вполне определенные перспективы у каждой из перечисленных моделей. Построение моделей производилось с опорой на анализ письменной и устной речи, а также психолингвистических экспериментов, что в наших работах моих коллег прописано, как это делалось. Если посмотреть на то, что же происходит, вот Наталья Владимировна показала, что же там в ассоциациях. А если посмотреть, что происходит в письменной речи и в устной речи, то тут вполне определенная картина создается. Ну, тут методы мной перечислены. Вот модель школьника и дошкольника, ну, усредненная модель, то здесь мы обнаруживаем наличие компонентов нерегионального характера. Компоненты типичны для представителей данных возрастных групп, живущих в большом городе. Да, у нас, конечно, информантами были в большей степени горожане. На дискурсивном уровне примат общения в виртуальной среде. И вообще очень важен для детей наличие интернета, но при этом сохраняется русскоязычная традиция, даже где смешанные семьи, и это же подтверждают наши историки и этнографы наши омские. Они как раз говорят о смешанных браках и о том, что в семьях со смешанными браками все равно русскоязычный дискурс является преобладающим. Но для школьников важны школьные и семейные типы общения и жанры коммуникации. Есть вполне определенный тематический набор актуальный, вы его увидите в середине слайда.
И описан лексический уровень, там очень важна субъективная семантика ценностных, оценочных, актуальных, стилистически маркированных слов. Все это отражает возрастные личностные и только отчасти региональные особенности смыслового состава. Да, здесь четко прослеживаются поколенческие изменения. Вот то, что видно на общих базах больших в рамках Сибаса, например, или в рамках Крымского словаря, или Евраса, вот все то же самое видно и в регионе. Когнитивный уровень, ну, тоже соответствующий. Здесь вполне определенные смысловые области для школьников важны, как вы видите, это интернет, и друзья, и общение, игра, информация, там, планшет и так далее. Ну и соответствующий тезаурусный уровень тоже отражает вполне определенные моменты. Если говорить о влиянии на язычных компонентов и говорить о семиотике невербального характера, то у детей это и то, и другое имеет место быть, и в ассоциативных экспериментах в полях это заметно. Но среда распространения графем в большей степени, чем иноязычных компонентов, это виртуальное общение. И причем здесь наблюдается вполне, в ассоциациях наблюдается вполне определенная привязка к ассоциативным полям вот этих вот преобладающих графем, и есть вполне определенная привязка иноязычных компонентов. Но средства их распространения вполне определенные. У иноязычных компонентов в ментальном лексиконе это вполне определенные стимулы, компьютер, интернет там, и так далее, планшет. Понятно почему, потому что там знают все названия игр, знают все части компьютеров и прочее. Ну и причины мы связывали с тем, что в данных частях ментального лексикона отражена активная вовлеченность детей, ранняя вовлеченность детей в виртуальную деятельность и в компьютерную деятельность, цифровую деятельность. Может быть, действительно пора вернуться к языку, потому что тотальная цифровизация, она заметна и на уровне поколенческих процессов вот этих в языковом сознании. Если говорить о речи школьников, если оценивать по письменной уже речи, по сочинениям на свободные темы, не домашним, неподготовленным, то и оценивать лексикон и прагматикон, то тут вот картина как раз соответствует тому, к чему призывала Наталья Владимировна. Нижние и средние пределы возрастной нормы развертывания языковой способности, тексты, речевые продукты преимущественно малого объема с простой, чтобы не сказать упрощенной, смысловой и формальной структурами. Ну, конечно, следы школьного влияния, нарастание рефлексии от 5 класса к 7, риторический канон по формату ЕГЭ формируется, потому что пишут в основном письменные работы по формату ЕГЭ. Ограничение состава актуализированных смысловых полей и концептов, структурное упрощение письменной речи и нарастание эгоцентризма. Но эгоцентрическая коммуникация как раз по возрасту развертывается, и это не так тревожно, а вот постепенное усложнение синтаксиса в очень медленном темпе, вот это вот тревожная тенденция. Ну и надо сказать, что речевая компетенция омского школьника мало отличается от среднего уровня дискурсивного развития школьника вообще современного. И показывает как раз линию дискурсивного поведения, описанную Константином Федоровичем Седовым. Но здесь темп несколько медленнее зафиксирован. Время выходит. Да, но вот если все вот это вот, то таким же образом мы описывали и все другие модели, и пожилого человека, там тоже есть свои результаты. Но вот если перейти сразу к выводам, то надо говорить вот о чем. При значительной базе накопленного материала и нашими лингвистами, и нашими психолингвистами, я имею в виду своих коллег в регионе, не только в нашем вузе, полученного разными методами и разными методиками, задача диагностики речевой деятельности, вот широкой такой, построение какой-то общей модели языковой личности, она не реализована. Может быть, ее потому, что ее никто не ставит. Вот. И тут есть вполне определенные моменты, по которым можно идти. Мне кажется, что, во-первых, здесь нужен комплекс методов и методик лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, иначе мы не можем получить большую картину объемную. С одной стороны. С другой стороны, принцип многомодельности. Я бы говорила о том, что его нужно в двух направлениях осуществлять. Это построение модели одного и того же типа на основе разного материала и построение модели разного типа на основе одного материала. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Лариса Олеговна. Да, действительно, наверное, вопрос о моделировании важен для того, чтобы можно было
определить какие-то параметры, по которым осуществляется диагностика, и выявить специфику, наверно, да, региональную, с которой можно работать потом в системе образования. Ну вот у нас на вопросы, к сожалению, опять же, времени нет. Мы превышаем стабильный регламент. Я попрошу выступающих соблюдать, регламент, стремиться к этому, по крайней мере. Предоставляю слово Игорю Ефимовичу, Игорю Ефимовичу. Вы будете, да, Игорь Ефимович, или, и Марии Александровне Елисеевой? Ага. Пожалуйста. Меняться. Вот, у нас будет смена такая, не одна даже. Так, сейчас надо разобраться, как бы. Ага. Дальше. И теперь я должен сюда, да? Сюда, да. И сейчас делиться. Весь экран, да? На экран. Сюда. Да-да-да. Делиться. Перед можно закрыть? Хорошо. Так, и все видно, да? Хорошо, отлично. То есть будем считать, что все получилось. Так. Что тоже так, я не знаю даже, как лучше быть. Ну, в смысле, его показывать как презентацию или прямо в окошке лучше? Что? Видно хорошо? Ну, давайте тогда Ну, коллегам, надеюсь, тоже хорошо видно. Вот, у нас такое очень мудреное название и в целом довольно мудреный, как бы это сказать, как придется, поворот темы. Дело в том, что мы проводим с Марией Александровной такое сложно организованное, сложно скоординированное исследование русской и сербской пунктуации, причем именно пунктуационной практики. И, соответственно, вот есть один из аспектов, он очень интересный, это именно индивидуальное использование пунктуации. И в этом смысле здесь хорошо использовать понятие как раз вот этой самой языковой личности. И очень важен, конечно, здесь аспект нормы, то есть как влияет норма. И это очень интересно именно потому, что русская и сербская пунктуационная норма основаны на разных принципах. Вот я напомню некоторые простые понятия, связанные с нормой. Это прескриптивная и дескриптивная норма, прескриптивная, которая предписывает практике то, что требуется. Дескриптивная – это которая описывает практику и строится на описании. Дальше есть императивная норма, которая предполагает только одно написание. Вот. И диспозитивная, которая предполагает выбор вариантов. Есть консервативная норма, которая следует традиции. И есть демократическая норма, которая предполагает соответствие современности. Вот здесь есть много интересных сюжетов, но мы двинемся дальше. Итак, вот по отношению к культуре речи норма является только одним из аспектов, упорядочивающим речевую практику. И очень важно, что она вместе с другими механизмами позволяет сохранить целостность языкового коллектива, но при этом неизбежно ограничивает выразительные возможности языковой личности. Вот. И, соответственно, изучение речевой практики, в том числе индивидуальной, по необходимости должно быть связано с описанием языковой нормы. Это означает, что сопоставительное изучение в русской и сербской пунктуационной практике должно учитывать требования пунктуационной нормы. Вот. Ну, собственно говоря, вот как была построена эта часть исследования, то есть была сделана, ну, к сожалению, в связи с тем, что довольно много обработки технической, значит, выборка контекстов с пунктуационными знаками по двум языкам, где-то 2200 контекстов русского языка и 2000, где-то 450 контекстов сербского языка. В каждой выборке приблизительно поровну было контекстах нормоориентированных и ненормоориентированных речедеятелей. Вот. И были выбраны 4 таких речедеятеля, значит, все их контексты, да, с целью посмотреть, как их индивидуальная пунктуационная практика выглядит на фоне
вот этой развернутой пунктуационной практики в языке. Вот. Значит, вот авторы здесь приведены. Ну и, соответственно, рассматривались три параметра. Частотность пунктуационных знаков, встречаемость типовых контекстов для пунктуационных знаков или пунктуационных ситуаций и типы ненормативных или в связи с, если брать с сербской нормой, нерекомендованных нормой употребления пунктуационных знаков. Вот, и по первым двум параметрам эти данные сопоставлялись с данными соответствующей части выборки, то есть нормоориентированной и ненормоориентированной, и по отношению ко всей выборке. Вот. Ну и, соответственно, вот русское так мы обозвали, что это условия строгих пунктуационных правил. Я напомню, каковы они. Естественно, это тенденции, то есть сами правила бывают разными, но русская пунктуационная норма в большей степени прескриптивная, чем дескриптивная, в большей степени императивная, чем диспозитивная, и в большей степени консервативная, чем демократическая. Соответственно, ну вот я покажу только один кусочек. Некоторые коллеги уже видели, по-моему, эту картинку, что вот если брать внутрифразовую норму, самую сложную, то есть некоторые довольно простые, ну как бы это сказать, типы правил, которые объединяют как бы все многообразие. Это равноправие, неравноправие, предполагающие наличие одноместного или неодноместного знака, и структура простое предложение, сложное предложение, в которой важно, что в простом предложении знак скорее не ставится, а в сложном знак скорее ставится. Вот, но как бы это только иллюстрация. Вот, основные данные следующие. Значит, вот так мы зашифровали автора. Это автор вот такой, именно конкретно такого поста, да, правильно? Постнаука, да. Вот. Здесь указана встречаемость пунктуационных знаков, причем указан также их ранг знаков, да, по встречаемости ранг контекстов, вот половины контекстов русскоязычных, где ориентированы на проверку нормоориентированную, и ранг всей выборки, ну, во всей выборке. Вот, и мы видим, что в целом соответствует это все ну, как бы большим выборкам, но при этом есть вот неожиданный такой двоеточие. Неожиданно чаще используется. Вопросительный знак неожиданно реже. Вот. Далее. Соответственно, есть описание пунктуационных ситуаций. Мы взяли не все пунктуационные ситуации, а наиболее частотные. И отметим, что значительно чаще, чем в среднем по выборке, используется бессоюзное сложное предложение. И ну, то, что мы назвали метаинформацию, это толкование слов, описание каких-то реалий, вот, соответствующему пунктуационному оформлению, конечно. И последний кусочек, который мы хотели показать, это те знаки пунктуационные, которые были поставлены, ну, условно говоря, против нормы или против рекомендованной нормы. Обратим внимание, что вот этот нормоориентированный автор всего допустил 5 таких ненормативных употреблений, и эти 5 употреблений касаются, в общем-то, ну и не самых агрессивных проблем, потому что самая агрессивная у нас проблема – это постановка одиночной запятой. Ну и парная есть, кстати, вот парная есть. Парная, кстати, тоже довольно агрессивная ситуация. Значит, следующий речедеятель, вот, это вот под таким скрывающийся, под такой страницей автор. Значит, мы отметим, что у него значительно чаще употребляется пара, запятая, запятая. Вот. И относительно чаще используется, неправильно изобразил, значит, вопросительный знак. Вот, далее. Значит, из пунктуационных ситуаций интересно, что выделение частицы довольно часто употребляется, что является
в общем, тенденции, и выделение обстоятельств. Вот. И вот мы можем посмотреть, что у него довольно разнообразное и большое количество пунктуационных, ну, так их назовем, ошибок, ненормативных употреблений. Обратим внимание, что очень часто запятая ставится на месте, где она не нужна. Вот это важно. Ну и, собственно говоря, вот все, что я хотел рассказать про русскоязычную часть. Да, Мария Александровна расскажет про... Уважаемые коллеги, давайте вернемся еще раз к сопоставлению сербской и русской пунктуационной нормы. Здесь мы видим в таблице, что сербская пунктуационная норма может быть охарактеризована скорее как дескриптивная, она демократическая, у нее нет таких консервативных черт, как у русской. И что самое основное для нашего исследования, она может быть охарактеризована как свободная, смысловая, и правила эти носят исключительно рекомендательный характер. Может быть, если не брать во внимание, там пара правил, о которых мы поговорим далее. Описывается сербская пунктуационная норма как в исследованиях, так и в учебниках, которые призваны повышать грамотность учеников в школе там, и в вузах через категории мышления. То есть она очень коммуникативно ориентирована, и часто можно прочитать в рекомендациях относительно пунктуационной нормы, что это остается на усмотрении автора и часто носит смыслоразличительную функцию. Это опирается на логические принципы. И также важный момент в том, что в довольно существенной степени она отражает какие-то интонационные особенности сербского языка. Коротко поясню, что сербский язык, во всяком случае, в своем таком культурно высоком регистре сохранил 4 типа ударений. И вот эти интонационные особенности возлагают большую как бы, коммуникативную нагрузку на паузы, которые делаются в речи. Соответственно, запятые — это такой инструмент, и тире зачастую взаимозаменяемые два знака в сербской пунктуации. Это такой инструмент обозначения интонационных пауз определенного типа. Но это заслуживает вообще отдельного внимания. Поэтому мы углубляться в это, к сожалению, не будем сейчас. При отсутствии союза, вообще, в принципе, отсутствие или наличие союза в предложении играет решающую роль, поскольку союз и запятая тоже могут как бы забирать друг у друга те функции, которые они в более такой прескриптивной, строгой норме будут выполнять как бы на разных совсем уровнях. В сербском при отсутствии союза запятая более рекомендована. Если же союз в предложении присутствует, запятая, ну, рекомендации по ее постановке носят значительно более мягкий характер. И дальше мы посмотрим на примерах адаптированного источника, ну, такого как бы нормированного источника, да, что отклонения от этих рекомендаций, они зачастую как раз там связаны с наличием, отсутствием союза или с какими-то смыслоразличительными аспектами. Инверсия может также являться основанием для постановки запятой. Играет роль длина предложения. Краткие предложения, в принципе, как правило, пунктуационных знаков внутренних лишены. В длинных в силу вступают уже какие-то интонационные паузы. Не разделяются союзами не разделяются запятыми парные союзы, и если только этого не требует какой-то смысловой аспект, может, наоборот, маркироваться запятыми интонационно выделенный союз или же знаком тире, что тоже довольно часто мне встречалось вот при обработке материала. И придаточные предложения выделяются запятой, опять же, в основном из соображений интонации. Что мы видим в плане частотности пунктуационных знаков? Здесь лидирующую позицию занимает запятая. Чем объясняется такое большое количество точек? Тем, что конкретно вот этот текст Борислава Каркаделовича, он ориентирован на такой исторический экскурс. Там много дат,
много чисел, много всего, что соответствует порядковым числительным, но обозначено через цифры, сербская пунктуация предписывает ставить точку в конце цифры, которая обозначает порядковое числительное. Часто вторая запятая в парном знаке не ставится, опять же, в силу каких-то стоящих за этим интонационных особенностей речевых. И мы не видим в целом какой-то избыточности в области постановки знака. Если говорить о пунктуационных ситуациях наиболее частотных, это прежде всего сложно подчиненное предложение, но также можно, наверное, отметить это как авторский стиль, может быть, как черты некотором роде жанровые. Часто встречается деепричастный оборот относительно прочих показателей. И однородные члены предложения тоже как бы они вот относятся к таким стабильно выделяемым конструкциям. Что касается отклонений от нормы, да, об ошибках и нарушении правил в данном случае, наверное, будет говорить некорректно. Это относится прежде всего к тем случаям, когда запятая опускается, либо когда опускается какая-то часть двойной запятой. Избыточных пунктуационных знаков в нормированном источнике, как правило, не встречается. И, в принципе, это вот такого как бы гиперкорректного в отношении пунктуации поведения в сербских источниках мы наблюдать не будем. Интересно сравнить этот нормированный источник с ненормированным. Здесь мы наблюдаем очень высокий процент пренебрежения запятыми, там, где они, в принципе, можно сказать, рекомендованы. Но также наблюдается и довольно высокое число избыточных запятых, которые призваны обозначить паузу в речи и без каких-либо изменений вот, интонации. Как правило, этому соответствует вот эта интонационная запятая. Если говорить о пунктуационных ситуациях, то это, да, очень высокое число придаточных предложений, сложно сочиненных предложений тоже достаточно много. Ну и, конечно, много обращений просто в силу того, что это комментарии в дискуссиях различных, и это все такое строго коммуникативную нагрузку несет. Если говорить об отклонениях от нормы, их существенно больше в сопоставлении с нашим русским материалом, как в нормированном источнике, так и в ненормированном. И, в принципе, наверное, можно отметить, но к этому подробнее сейчас вернется Игорь Ефимович, когда я ему предоставлю слово снова, что пунктуационная грамотность не расценивается как критерий оценки языковой грамотности для носителей сербского языка. А те отклонения, которые мы наблюдаем, вот, например, в даже нормированном источнике, они объясняются какими-то коммуникативными причинами, они объясняются какими-то интонационными причинами. И, в принципе, зачастую постановка знака носит такой вот характер какого-то авторского стиля. Большое спасибо за внимание. Мы делаем общий вывод. Вот он довольно, довольно прост. И, мне кажется, довольно нагляден. То есть мы видим, что строгость и мягкость нормы существенно влияет на масштаб нерекомендованных пунктуационных решений. Вот, то есть, если нормоориентированный русскоязычный речедеятель совершает минимум ошибок, да, а нормонеориентированный, значительное количество, то если мы будем говорить про сербское письмо, то там получается порядок-непорядок, как говорят, разы. И второй очень важный момент, значит, что для русских речедеятелей характерен избыток запятых. То есть, если говорить о запятых, прямо запятых много. А для сербских недостаток запятых. То есть запятые не ставятся там, где как бы их они рекомендуют. То есть это означает, что в русском языке норма репрессивна, и человек должен
ставить пунктуационный знак. А в сербской довольно снисходительно, и он, ну, может не ставить, и поэтому он не волнуется, когда не поставит знак. Вот. И получается следующая интересная вещь, да, что для русскоязычного вот носителя русского языка пунктуационная грамотность является мерой языковой культуры, а для сербского язычного нет, не является. И вот этот момент гиперкорректности оказывается именно реакцией не, скорее всего, просто не владеющего нормой человека на требование ставить запятые, прежде всего, да, ну вообще пунктуационные знаки в каких-то местах, про которые он не всегда знает. Всё у нас. Хорошо. Спасибо, коллеги. Опять же, большая просьба соблюдать регламент как можно придерживаться нашего регламента тоже. Хотя, конечно, мы его уже превысили. Я бы хотела предоставить слово Нине Иннокентьевне Ивановой, доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику Центра социолингвистических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, САРАН, с докладом «Языковые установки молодежи в регионах Российской Федерации в проектах будущего». Пожалуйста. Так, у нас контакт с Ниной Иннокентьевной. Мгм. Мгм. Она Нина Иннокентьевна, мы видели ваш экран, а сейчас его не видим. Ага. И не слышим. Нина Иннокентьевна, вы нас слышите? Мгм. Да, теперь видим. Теперь мы видим экран, но вас мы не слышим. Видимо, отключен микрофон у вас. Нет, почему он наоборот? Мы-то не можем его включить, наверное. Мгм. Нина Иннокентьевна, тут мы не слышим вас. Включите микрофон, пожалуйста, у вас. Такая кнопочка. Да, кнопочка у вас там должна быть такая, микрофон, она перечеркнута, видимо. Надо нажать на нее, чтобы она чтобы начал работать микрофон. Всё? Да? Ну, мы не слышим вас. Мгм. Так. Мгм. Нина Иннокентьевна, мы вас вы слышите нас сейчас, да? Мы вас не слышим. Это говорит о том, что у вас не включен микрофон. Не работает микрофон. Мгм. Ну, это у нас показывает, что он, может быть, нам. Мгм. Ну, тут мы ничего не можем сделать. Если вы не включите свой микрофон, то мы не сможем с вами общаться. Мгм. Так, может быть, телефон у вас есть? Да. Мгм. Тогда, может быть, мы пока сделаем паузу и выслушаем следующего нашего докладчика Ольгу Вениаминовну Болесникову, если она здесь, пока мы налаживаем связь с Ниной Иннокентьевной. Или Нина Иннокентьевна. Ага, хорошо. Нина Иннокентьевна готова пропустить следующего. Хорошо. Тогда я хочу предоставить слово. Так, что-то у нас тут. Сейчас, минуточку. М, Вам нужно закрыть презентацию, Нина Иннокентьевна, свою, закрыть доступ к вашей презентации, чтобы мы могли начать работу с другим докладчиком, пока связь у нас не налажена. Так? А, мгм.
Настя, презентация с нашего стола идет, нет? Нет. Нина Иннокентьевна, пожалуйста, закройте вашу презентацию, доступ к вашей презентации, потому что она не дает нам возможность открыть презентацию следующего докладчика. Хорошо. Теперь предоставляю слово Ольге Вениаминовне Болясниковой. Ольга Вениаминовна Болесникова выступит с докладом по теме «Потенциальные конфликтогены в региональном языковом сознании и способы их выявления». Пожалуйста, Ольга Вениаминовна. Здравствуйте, коллеги. Я пока не могу загрузить презентацию. Возможно, Анастасия Игоревна мне поможет. Да, хорошо, давайте. Сейчас Ольга Потому Вениаминовна. что Да-да. я бы хотела, конечно, попробовать сама, но времени нет, наверное, это делать. Поэтому я воспользуюсь вашей профессиональной помощью. Значит, уважаемые коллеги, пока мне помогают, я сделаю несколько предварительных замечаний таких. Вот когда мы говорим о чем бы то ни было, на последних конференциях это очень часто бывает, постоянно звучит слово «конфликт». Дело в том, что, видимо, это очень актуальная проблема сейчас. И, конечно, перед нами, ну вот в частности, передо мной, который занимается этим достаточно много времени, встает задача сейчас, которая до сих пор не решена в рамках тех дисциплин, которые этой проблемой занимаются. Я об этой задаче скажу чуть позже, но сейчас должна просто предварительно заметить, что феномен культурно-языкового конфликта будет рассмотрен в ракурсе психолингвистической теории языкового сознания. И те результаты, которые у нас есть, и предварительные уже имеющиеся, говорят о возможности и даже необходимости комплементарных методов исследования. Даже таких известных вещей, как слова-эквиваленты в сопоставляемых языках, которые могут показать очень существенные несовпадения в ассоциативном значении вот этих квазиэквивалентных лексем и привести нас к объяснению тому, почему возникают те или иные конфликты. Скажем так, здесь хорошо бы ввести понятие, на наш взгляд, потенциальной конфликтогенной зоны, с которыми могут они быть связаны, и благодаря этой связи могут рассматриваться как потенциальные конфликтогены. Характерно, что в лексикографическом описании таких единиц не фиксируется, как правило, отрицательно-оценочная коннотация, даже это так называемая нейтральная лексика. Интересно возникает парадокс. Даже при том, что формы конфликта очень хорошо изучены в разных науках, вопрос о его причинах и природе остается до сих пор актуальным. Вот, например, в лингвистике, недавно сама даже видела и слышала, до сих пор имеет место понимание причины как нарушение языковых норм и правил речевого общения. Ну, понятно, что это только некая поверхность айсберга. Есть два таких парадоксальных факта. Конфликтология принципиально заявлена как междисциплинарная наука, но интерпретация вот этих причин происходит по-разному в рамках одной лишь дисциплины, которая этим занимается. То есть вот как бы междисциплинарность прослеживается очень далеко не всегда. И второй парадокс – это явный такой в сторону предиктивности, в сторону практики, предсказаний возможностей конфликтов, поиск способов их разрешения, увлечение, я бы сказала, такой медиацией на фоне того, что конфликты признаются очень сложным и малоисследованным феноменом в целом, и что конфликтогеном может быть в принципе все. Вот в частности, любое языковое средство может быть конфликтогенным. И надо сказать, что существует множество сейчас программ моделирования конфликтных ситуаций, обнаружения конфликтогенных тенденций на больших данных цифровой среды. Вот недавно была замечательная конференция в Санкт-Петербурге «Язык в координатах масс-медиа», и была там замечательная секция коммуникации в роботизированной среде, и тоже тема конфликтов звучала постоянно, но когда задавался вопрос о природе их и о откуда они идут, вопрос как бы оставался
не разрешенным до конца. И вот я просто хотела бы упомянуть о том, что с этой системой, открытой гигачат, популярной, я пообщалась немного, и мне возникал такой вопрос. Если системы наши обрабатывают такое огромное количество контекстов, оперируют большими данными, то возможно ли создать некий исчерпывающий список конфликтогенных языковых единиц, ну, лексики или синтаксических каких-то моделей, которые будут, к которым мы будем просто обращаться при проведении, например, экспертиз. И вот оказалось, что система тоже здесь не совсем решила этот вопрос, потому что список там есть, но в него попадает прежде всего пеjoративы, обсценная лексика, и система, так скажем, стыдливо отказывается ее воспроизводить на том основании, что она неприлична. Слайд 2, пожалуйста. За время исследования этого феномена мы как бы сформировали такие что ли, принципы исследования конфликта, основанные на деятельностной концепции нашей психолингвистической школы. Их, вот вы, уважаемые коллеги, видите несколько. Здесь есть и междисциплинарность, и есть учет необходимых различий в рефлексии экспертного и обыденного сознания, то есть как представлен конфликт с точки зрения экспертов, психологов, лингвистов, в частности, социологов, которые этим давно занимаются, и обыденного сознания, которое иногда понимает все совсем по-другому. Поэтому в последнее время, вот уже несколько лет, я занимаюсь тем, что изучаю модели конфликта именно в обыденном сознании. И выясняется, что эти модели не отвечают тем критериям, которые выводят эксперты иногда. И, значит, выявление триггеров различных, исследований непременные результаты воздействия эффекта обратной связи необходимо, поскольку эксперту кажется, что это не триггер, а реакция на него вполне определенная и показывает, что это действительно конфликтоген. Но главное здесь, на мой взгляд, это анализ содержания конфликтогенных зон культур в ситуации их контактирования. В качестве основы как раз для интерпретации конкретных данных и объяснения тому, почему возникает тот или иной конфликт. Мне кажется, что вот это понятие конфликтогенной зоны могло бы послужить вот таким объяснительным принципом. Почему именно возникает этот конфликт? Даже если во внешней форме, в речевой форме этого конфликта мы не находим никаких известных нам триггеров конфликта из известного же списка. Следующий, пожалуйста, если можно, Анастасия Игоревна, спасибо. Значит, вот эта идея возникла из анализа эмпирического, конечно, материала индуктивно, так скажем, сначала. В связи с исследованием по гранту, где в качестве стимулов была взята базовая лексика и предложенная разным группам испытуемых, русских, татар и якутов, последние две группы – это билингвы, которые, соответственно, проживали в Татарстане и Якутии. Мы ставили цель установления влияния регионального фактора, то есть территории проживания респондентов на содержание их языкового сознания. И описание ассоциативных значений было основано на измененной модели семантического гештальта. Результаты изложены в монографии, которая коллегам, я думаю, многим знакома, «Региональное языковое сознание коми русских татар. Проблемы взаимовлияния». Она вышла в 2017 году под редакцией Натальи Владимировны Уфимцевой. Кстати, сюда же можно еще добавить и Калмыкию, и Казахстан. Да, Казахстан, вот они добавлены, потому что это было уже после непосредственно работы по гранту, где оказалось возможным в какой-то мере проверить результаты, полученные вот во время этой работы. Другие методы использовали, потому что не было возможности провести здесь ассоциативный эксперимент, но, скажем, метод наблюдения и интервью никто не отменял. Поэтому было возможно, опять-таки, проверить, насколько конфликтогенны те или иные зоны. 4, пожалуйста, слайд, если можно. Выводы этой работы основываются на том, что, во-первых, ассоциативные поля слов и эквивалентов различаются в зависимости
от национальной принадлежности респондентов, от инокультурного соседства. Ну, в частности, это очень было показательно для русских Татарстана и русских Якутии, в отличие от русских Центрального округа. И от языка. В частности, в реакции билингвов на ответе на русском языке возникало много и клишированных фраз, и негативных реакций. Вот в то время как, отвечая на родном, билингвы воспроизводили в некотором роде архетипические образы своего сознания, там, деревни, природы, каких-то культурных объектов, строений и так далее. Здесь даны материалы обратного ассоциативного словаря. В списке стимулов не было никаких пеоративов и даже намека на них. Но тем более интересно, какие связи здесь возникают. Значит, вот на... Простите, да, не прямого, конечно, прямого. Значит, на слово «он», посмотрите, дурак, соседка бешеная и так далее. Это на русском языке отвечают билингвы. Порождает конфликтогенную реакцию слово «стимул», хотя само не имеет, оно отрицательно не коннотировано. Второй тип таких связей – это слово «реакция» со словом не конфликтогенно, но со стимулом составляет конфликтогенную предикацию. Третья группа таких структур – это слово «стимул» и конфликтогенный фразеологически связаны. Но здесь можно предсказать, что подобные структуры как бы не содержат особо прямо таких явных конфликтогенов и связанных с соответствующей интенцией участника эксперимента, но у него же есть выбор. У него есть выбор реагировать таким словом, либо нет. И две последние группы, конечно, они не конфликтогены никак. То есть в четвертом случае слово «стимул» порождает у нас антоним, предсказуемо, поскольку они у нас вместе как-то воспроизводятся, хранятся, видимо, в семантической памяти. И формально-фонетические реакции, которые возникают на стимул. Следующий, пожалуйста. Значит, так вот, отталкиваясь от известного на психолингвистике положения о том, что межкультурное общение потенциально конфликтно, мы предположили, что возможно выявление конфликтогенов особого типа, то есть слов, в ассоциативном значении которых по сравнению с ассоциативным значением слов другого языка наблюдаются различия, отсылающие к базовым ценностям и понятиям. Ну, здесь просто представлена информация, которая, на наш взгляд, влияет на существенные изменения структуры и содержания ассоциативных полей слов квазиэквивалентов именно при учете регионального фактора. Следующий, пожалуйста. Надо сказать, психологическое определение конфликтогена, которое дано в известной работе Анцупова и Шипилова, очень авторитетном труде, очень масштабном труде, не очень подходит к тому, что мы предлагаем под этим понимать. То есть у ученых конфликтоген – это любой предмет, идея, взгляд, элемент поведения. Как мы видим, здесь нет упоминания, что это знак языка и вообще язык как таковой, который выявляет разность оценок конфликтующих субъектов. То есть в этом определении по умолчанию люди находятся в состоянии конфликта, стороны находятся в состоянии конфликта. Но вот более подходящим представляется термин конфликтогенный фактор, к которому можно как раз отнести то, что носители контактирующих культур имеют разные знания, которые не всегда, но вполне возможно могут привести как минимум к конфликту непонимания и максимум, ну, может быть, даже к войне. 7-й, пожалуйста, слайд. По материалам исследования, проведенных в указанных регионах, мы попытались выявить такие несовпадения. Они оказались связанными со сферами родственных отношений, устройства семьи, религии, веры, культурных традиций, обычаев, включая сюда же конкретные обряды, которые даже молодежь соблюдает и ритуалам следует, представление о себе, о своей личности. Кстати, упомяну, что все наши респонденты продемонстрировали очень высокий уровень эгоцентризма такого. Ну, Наталья Владимировна об этом тоже сказала сегодня. И территории пространства с его ресурсами. Ну, некий исходный, что ли,
исходный фактор, который определяет соперничество, ну, не только в человеческой среде, но и в среде животных. Значит, эти потенциально конфликтогенные зоны связаны с культурными ценностями, с такими как жизнь, здоровье, защищенность и прочими, отражают системность культуры, потому что интерпретировать их как бы с позиции внешней культуры неправильно бывает и некорректно, что ли, так скажем, и объективированы в языке. Следующий, пожалуйста, слайд. Данные мы попытались дополнить другими, но по объективным причинам не все получилось. Немного нас подвели буряты, не получилось организовать в Бурятии эксперимент на бурятском языке. Но уже тогда мы поставили конкретные задачи, которые были ориентированы уже на обнаружение возможных конфликтогенов. Кстати, скажу, что от бурят мы получили замечательный список лакун, просто попросили этот список, я его сейчас не буду демонстрировать, но скажу, что он со всеми этими зонами соотносится абсолютно точно. Конечно, мы не говорили ни про эти зоны, ни про что другое, просто попросили вот такой список. Там были и номинации различных родственников, и национальных праздников, и национальных костюмов, и национальных блюд, и территориальных объектов, с которыми у носителей культуры связаны какие-то свои особые смыслы. Ну и так далее. 9-й, пожалуйста. Я далее продемонстрирую просто очень кратко. Если можно, чуть-чуть наверх. Получится? Ой, простите. Так, давайте я, наверное, выйду из полноэкранного режима. Да, Так. можно выйти. Просто здесь представлены как раз результаты по группам, которые демонстрируют нам, что зона, связанная с религией, собственно говоря, является достаточно конфликтогенной. И, кстати, эта зона представлена совокупно, например, такими стимулами, как Бог, душа, вера, и рассеянной по ассоциативным полям других слов, таких как закон, стыд, совесть и прочее. Различается иерархия выделенных зон и, конечно, их содержание. Надо сказать, что уже тогда обнаружилось в якутском языковом сознании, в частности, в разных, опять-таки, в содержании разных ассоциативных полей у якутов именно мифологические образы, упоминание мифологических существ как бы через несколько ассоциативных полей проходит. Я не буду сейчас подробно комментировать. Пожалуйста, если это будет интересно, можно посмотреть конкретные статьи и в том числе монографии. Слайд 10, пожалуйста. Значит, ценности, которые, тоже просто посмотреть, насколько различаются статистически семантические субзоны у разных респондентов, разных групп респондентов. Ценности, которые в ряде случаев обнаруживают различия ассоциативных значений, это значение стимулов Бог, вера и душа, вот в данном случае душа, где очень ярко показано различие верований наших испытуемых. И хотя здесь имеют место особенности содержания гештальтов, обусловленные стратегиями ассоциирования на русском национальном языке, типы языков различные, конфессиональные различия все же остаются значимыми. 11-й, пожалуйста. А это вот данные нового словаря, ассоциативного словаря якутов-билингвов Республики Саха, 2023 год. Скажем, словарь совершенно новенький. Здесь тоже прослеживается все та же мифологизированность сознания. На слово «ненавидеть» предсказуемая реакция «враг», но мы видим здесь, плохо видно, да, и что это фольклорный мифологический дух, злое начало. Слайд 12, пожалуйста. Вообще в якутском языковом сознании много такого абстрактного, я бы сказала, и прослеживается влияние духа, влияние такой энергетики. Вот, например, стимул «отец». Посмотрите, пожалуйста, выделено специально те ассоциаты. Он ассоциируется с мощью, силой, изобилием, природной силой. И обратим реакцию на
внимание на реакцию страна-край, родина нетипичную для русских респондентов. То есть образ отца у русских – это более такой, хотя и наделенный силой, но это сила скорее человеческая, а не природная такая, не глобальная. Номер 13, пожалуйста. Стимулы группы «Семья» вообще обнаруживают потенциальную конфликтогенность данной зоны еще и потому, что в языках в тех языках, с которыми мы работали, существует достаточно разветвленная сеть наименований степеней родства. И надо сказать, вот у татар, например, становятся актуализированными семейно-родовые отношения даже в тех случаях, когда речь идет о неродственниках. Это достаточно интересный момент. Вот возьмем, например, стимул «Гость». Здесь представлена статистика, я немножко скажу о содержании. Татары, например, указывают, что в гости люди друг к другу, гости друг к другу ходят члены одной большой семьи, в отличие, например, от русских и от коми, с которыми тоже проводился эксперимент, которые считают, что в гости ходят друзья. Интересно, что у двух групп респондентов Республики Коми вообще нет ни одной ассоциации, называющей родственников, в отличие от всех групп респондентов в Татарстане. То есть в Якутии и Бурятии в гости приходят там знакомые, люди, приятели, товарищи, иностранцы, друзья, а не родственники. У татар, наоборот, родственники приходят в гости, члены большой семьи. Так что, дабы избежать конфликтов, надо знать, наверное, к кому, когда в гости ходить и в каких ситуациях можно. И следующий, пожалуйста, просто пролистайте, Анастасия Игоревна, достаточно быстро. Вот пример тоже из этого якутского ассоциативного словаря. Слово «плохой» связано во многом с алкоголем и сигаретами, а также со злыми духами, с чудовищами и подобными им сущностями. Следующий, пожалуйста. Прямо сразу. Вот пример тоже слова «свобода», достаточно нейтральный стимул. Появляется образ, опять-таки, некий очень культурно маркированный, который не типичен для русских, например. И значит, подводя итог, я могу сказать, во-первых, такое замечание большое сделаю, что конфликты возможны из-за различного понимания структуры деятельности в разных культурах. Так, например, можно последний слайд, я уже заканчиваю. Стимулы, помощь, радость, свобода дали нам представление о том, что осознаются они как разные, различающиеся деятельность в зависимости от типа культуры. Различные отношения к собственной деятельности продемонстрировали такие поля таких стимулов, как жизнь, смерть, долг, справедливость и страх. То есть получается, что в ассоциативных значениях совершенно нейтральной лексики, не конфликтогенной, не пиеративной, мы находим какие-то различия обусловлены именно национально-культурной спецификой языкового сознания и соотносимые с конкретной зоной культуры. В заключение я бы хотела сказать, что, очевидно, существует градация этих зон, конфликтогенных зон, и, наверное, по степени их конфликтности не только для конкретных сопоставляемых культур, но и для конкретного времени, в рамках которого это исследование проводится. И, возможно, есть смысл создавать типологию таких зон, что, возможно, в дальнейшем и будет сделано. Спасибо, коллеги, за внимание. Я закончила. Спасибо, Ольга Вениаминовна. Коллеги, давайте попробуем предоставить слово снова Нине Иннокентьевне Ивановой. Может быть, связь наладилась уже. Нина Иннокентьевна, вы нас слышите сейчас? Да, добрый день, я вас слышу. Меня слышно? Здравствуйте. Да-да, Замечательно. Ну, тогда мы вам Мгм. предоставляем слово. Презентацию будете сами показывать, да? Или... Вот тут у меня отключена вот эта кнопочка «Поделиться». Она у меня сейчас уже не светленькая. Наверное, Анастасию Игоревну Да, сейчас попрошу. Мгм. Хорошо. Будем стараться придерживаться регламента, потому что мы его уже превысили из-за технических неполадок.
большей Мгм. частью. Мгм. Евгеньевна, сейчас все Очень должно рада работать. всех видеть, слышать. Наталью Владимировну, Ольгу Да. Вениаминовну, Наталью Владимировну. Мы Очень тоже рады интересно. встрече с вами. Так, Ну, поделиться у меня пожалуйста. загорелось. Да. Поделиться у меня загорелось теперь. Поделиться. Весь экран. Весь экран. Весь экран. Еще раз на него нажмите, вот на изображение экрана, которое высветится. И ниже будет кнопка «Поделиться». Появилось, нет? Да, видим, да, пока не презентацию, но ваш экран видим. А Да, я не откройте, вижу, пожалуйста. где его искать. Так, а вот вы сверните вот окошко с конференции, просто сверните, не закрывайте, а вот да-да-да. И теперь, так, это тоже. Ой, да. У вас на рабочем столе презентация, да? Вот на этом я даже не знаю, есть он или нет. Она у меня на втором Где она? компьютере. У меня есть ваша презентация, ну давайте тогда я. Да, лучше так, наверное. Тогда, пожалуйста, Нина Иннокентьевна, да, вы, пожалуйста, тогда закройте сейчас, вот закрыть доступ, внизу такая кнопка синяя. Да. Я сейчас поделюсь экраном. Да, эта Teams, она такая какая-то сложная. Тоже имела честь с нею поработать. У меня в тот раз тоже не получилось. Ну, я начну, наверное, если меня Я слышно, да? надеюсь, вы видите, да, презентацию? Нет, не видно. Сейчас, значит, через несколько секунд будет видно. Мгм. Ну вот тема моя выбрана в связи с необходимостью определения актуальных смыслов содержания языковых установок молодежи в условиях меняющейся реальности, оценки ее готовности к современным вызовам и угрозам. В первой части будут представлены результаты анализа факторов, детерминирующих этноязыковую идентичность молодежи Саха, сопоставлению с таковой у всей совокупности опрошенных Саха, проживающих в городе Якутске. Это опрос 2021 года. Во второй части, значит, ознакомлю с языковыми установками студентов Саха, чеченцев, аварцев, лезгин, даргинцев, тувинцев, бурят, татар, обучающихся в вузах городов Грозного, Казани, Махачкалы, Кызыла, Улан-Удэ. При этом во второй части ставится задача не определить кросс-культурные детерминанты, а детерминанты языковых установок студентов различных республик, а выявить общие тенденции языковых установок российских студентов, формирующиеся под воздействием внешних факторов и выявляющие, возможно, лингвопрогнозный фон. Презентации нет, не видно мне. Меня слышно? Да, мы вас прекрасно слышим, и мы видим вашу презентацию. Другие участники, мне кажется, тоже видят ее. Да, ага, ну мне ее не видно, ничего страшного. А можно, значит, тогда вот где языковая показатели этноязыковой идентичности. Первая табличка, в табличном виде, первый слайд. Да-да, открыли. Основные показатели современной языковой ситуации, языковая самоидентификация, языковая компетенция в республике периода 2007-2014 годов были детерминированы возрастом. Итоги последнего опроса также продолжают данную ситуацию. При стабильности выбора вариантов родного языка у среднего и старшего поколения Саха у молодежи от 16 до 25 лет наблюдаем нелинейный характер развития. Ну, это вот так же, с какой стороны посмотреть. С моей точки зрения нелинейный, но с точки зрения других носителей в регионах, возможно, он совершенно, наверное, стабильный. Все относительно, да? Уровень свободного владения этническим языком среди всех опрошенных, Анастасия, второй слайд табличный, языковая компетенция, пожалуйста.
среди всех опрошенных в 2021 году колеблется в пределах 80% и 92% в зависимости от степени урбанизированности и в пределах 78-89% в зависимости от возраста. При этом сохраняется прямая зависимость уровня владения языком от языка школьного обучения. Языковая компетенция молодежи также имеет нелинейный характер развития. По сравнению с 2007 годом приблизительно на 5% снизилась и характеризуется ростом пассивных навыков. Действительно, как выяснилось из косвенных вопросов блока языковой компетенции, значительная доля молодежи, 79%, заявившая о свободном владении этническим языком, на самом деле представляет сообщество, функционально ограниченным якутским языком, например, в ситуации публичных выступлений, в дискурсе на профессиональные темы. Они затрудняются вести общение на родном языке, но в принципе, достаточно уверенно владеют разговорной формой якутского языка. Следующие языковые установки молодежи Саха. В сложившихся условиях нам важно установить, как этническая общность, в частности молодое поколение Саха, относится к данной проблеме. Готовы ли решать проблемы и что они могут предложить в современной ситуации. Предваряя обсуждение вопроса, отмечу, что 20-летний мониторинг зафиксировал наличие защитных механизмов внутриэтнической консолидации Саха посредством языка, что было характерно как для городской общности, так и для сельской, и проявлялось оно в различных этноохранительных мотивах, предпочтениях. В первую очередь необходимо отметить активность гражданских инициатив. Были созданы ассоциации родителей Саха, молодых родителей Саха, ассоциации молодых учителей якутского языка, деятельность которых централизуется вокруг идеи сохранения родного языка. Этноязыковые установки Саха, прежде всего родительского сообщества городских Саха, характеризуются растущей потребностью в обучении и воспитании на родном языке, хотя нам сверху говорят другое, да, что все-таки идет снижение, но по нашим исследованиям идет повышение, сопряженной с институциональной поддержкой в условиях возрастания рисков для этнокультурного развития детей. Для нас довольно показательным аргументом осознания проблем родного языка молодежи явились ответы, оценивающие будущее родного языка. Будущее родного языка. Молодежь разделяет с этнической общностью чувство тревоги за будущее родного языка, отчаяние, уверенность, с той лишь разницей, что среди них больше затруднившихся ответить, что вполне объясняется их возрастом. 50/50 как-то вот так вот соотношение. Тревожность проявляется, на наш взгляд, и в желании изучать родной язык и использовать его в повседневной жизни. В 2021 году 50% респондентов указали на данную установку, причем показатель практически равен желанию изучать глобальный английский язык, 52%. И, к слову, у жителей улусов желание изучать родной язык было выше, чем желание изучать глобальный. Установки молодежи направлены в основном на изучение английского языка, 30%. Но есть проценты, которые в совокупности, там родной и английский, тоже значительное количество ответов было получено. Молодежь во главу всех проблем ставит меры образовательной политики. Это вот ответ на вопрос, какие меры нужно предпринять, чтобы укрепить позиции родного языка. Они тоже знают эти проблемы. Иерархия приоритетов всей совокупности опрошенных выстроена от семейного общения на родном языке к переустройству сферы образования. И тут я хотела добавить, вот мы проводим постоянно тоже эти направленно-ассоциативные эксперименты, и что интересно, иерархия реакций, да, вот на стимул якутский язык в течение 15 лет она состоит из 3 компонентов. В 2007 году первая позиция была родной язык, вторая трудный, третий красивый. В 2014 году уже на первой позиции сложный, вторая родной, следующая, третья красивый.
В этом году, в последнем, 2021 году получилось, что сложный также составляет первую позицию, на второй позиции красивый, а родной язык уже сместился на третью позицию. Ну, можно, наверное, объяснить это именно экстралингвистическими факторами. Теперь во второй части, значит, о включенности родных языков молодежи в проекции будущего. Приступая к этой части, так, мы сказали, что здесь перечислять не буду. Нам было важно установить, насколько интегрированы понятия владения родным языком и патриотизм в сознании студентов. Там есть слайд, тоже посвященный именно связано ли для вас понятие патриотизм с владением родным языком. Анастасия, пожалуйста. Да, открыли. Так, ага. Ответы большинства отличают взаимосвязанность обоих понятий, при этом имеется дифференциация между абсолютными и частичными степенями интегрированности, но в целом от 86 до 93% ответивших допускают данную корреляцию. Сценарий развития языковой ситуации во многом связан с представлениями молодежи о сфере их применения, коррелирующей с фактором престижности языков, экономической составляющей языковой политики. И в данном ключе будущее родного языка большинство студентов 43 до 61, ну 62% связывают с ограниченным кругом профессий, вероятно, гуманитарного профиля. Учителя, переводчики. Это вот к следующей таблице. Как вы думаете, достаточно ли будет профессий? В основном, да, тут немножко вот пессимистическое мнение. Но, впрочем, ответы студентов предопределяются реальной языковой ситуацией, в том числе с функциональным статусом их родных языков, которые в условиях языковой неоднородности характеризуются несбалансированностью, неравновесностью. На мнение молодежи, очевидно, влияет и действующая русификаторская языковая политика, оцениваемая ими с позиции приобретаемых и упущенных выгод на рынке труда, где глобальные языки имеют неоспоримое преимущество востребованности определенных специальностей, связанных с интернет-технологиями. Тем не менее, от 31 до 68% студентов в субъектах РФ утвердительно ответили на вопрос о перспективе использования их родных языков в будущей профессии. Это на следующем слайде. Следовательно, при наступлении особых условий, в нашем случае при расширении сферы употребления недоминирующих в своих субъектах родных для этнической молодежи языков в различных профессиональных средах, можем ожидать более интенсивную их включенность не в моноязычную русскоязычную коммуникацию, а в оптимальную двуязычную на родном и русском языках. Это вот как Игорь Витальевич сегодня нам рассказал случай в Казахстане. Вот такое вот непринужденное приключение кода, как у казахов в Казахстане. И в целом можно обобщить следующее. Показатели языковой самоидентификации молодежи Саха имеют относительную устойчивость. Есть тенденция двойственной самоидентификации, которая выражена в пределах 15%, и языкового сдвига в пределах 3%. Показатель языковой компетенции показывает относительную устойчивость, при этом последний показатель отличается постепенным распространением разговорных навыков. В соответствии с трехкомпонентной моделью установок Ламберта структура языковых установок молодежи Саха наиболее полно представлен аффективный компонент. Когнитивный компонент отличается лобильностью, коннотивный компонент недостаточно выражен в силу воздействия широкого спектра внешних факторов. Это я имею в виду то же самое: цифровизацию, кибернетизацию, информатизацию. Молодежь солидаризуется с этнической общностью в вопросах сохранения родного языка и, признавая значимой ценность родного языка, отмечает недостаточный уровень ее институционального развития. Опрос также показал высокую интегрированность понятий владения родным языком и патриотизм в сознании студентов в национальных республиках, будущее родных языков
в их представлениях характеризуется амбивалентностью, обусловленной внешними социальными факторами, тем не менее отчетливо выражено их субъективное стремление к максимальному использованию родных языков в будущем. И в данных реалиях важно будет проследить динамику изменений их языковых установок, представляющих очевидный диссонанс времени из-за гипертрофированных размеров проникновения заимствованных языков символов во все сферы российской действительности и новых мер внешней и внутренней политики. Так что И сегодня этническая общность, заинтересованная в дальнейшем становлении думающей, инициативной молодежи, воспитанной в духе патриотизма, в условиях постоянно меняющихся реалий должна задуматься о формировании духовно-нравственных устоев, национального самосознания на базе родного языка путем погружения молодежи в родную языковую среду и мир культуры своего эпоса. Спасибо. Спасибо вам, Елена Викентьевна, за представленную информацию. Мы, наверное, можем закрыть презентацию, да? И, к сожалению, обсудить у нас сейчас не получится из-за того, что мы превысили все лимиты времени. Конечно, вопросы интересные. Интересно также было бы подумать, наверное, о том, как все-таки связано, во-первых, взаимодействие родных языков, если их, допустим, два, и русский, и якутский, предположим, или как связана мотивация в изучении языка с развитием региона, какие возможности есть у молодого поколения оставаться в регионе, работать там. Вот вы говорили о профессиях, сколько их может быть, и оценка детей, наверное, во многом зависит от того, как развит этот регион, да? То есть Да, здесь, наверное, есть чем заниматься, в принципе, вот в государственном масштабе, да, наверное, чтобы можно было осуществить вот эти установки, которые сохранение этнической культуры изначально. Хорошо, спасибо вам большое. Я хочу предоставить слово Вячеславу Исаевичу Теркулову, доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой русского языка Донецкого государственного университета. Мы вас приветствуем, Вячеслав Исаевич, в Донецке. Очень любим, когда вы включаетесь в наш круглый стол уже не первый раз с докладом «Пути формирования антирусской языковой личности в рамках русской языковой личности. Превращение русского в русскоязычного». Интересно. Вы знаете, вот сейчас действительно есть большая проблема, проблема языков национальных меньшинств. Я сейчас, с вашего позволения, включу. Сами будете показывать презентацию? Если получится. Ну, мы надеемся, что получится. Ну, окно. Угу. Ой-ой. Круглый стол. Весь экран. Ну, давайте весь экран попробуем. Да, Вячеслав Исаевич, лучше весь экран, иначе мы не будем видеть смену слайдов. Да-да-да. Все, я вижу. И сейчас я попробую. Так, экран видим. Скажите, пожалуйста, видна Видно, презентация? видно. Да, второй слайд видно. Спасибо. Дорогие мои, Майдан 2014 года, я очень быстро буду говорить, потому что времени нет, был очень оригинальным. Люди вышли на Майдан для того, чтобы бороться с коррупцией олигархами, для того, чтобы получить безвиз, как ни странно. Борьба в первую очередь была связана с тем, чтобы как можно быстрее уехать из этой страны, потому что безвиз позволит перемещаться где захочется и как захочется. Так вот, Майдан поднимался на борьбу с коррупцией и олигархами, так сказать, за безвиз. Но первым законом, за который Майдан, победившая на Майдане власть, взялась, был закон об основах языковой политики. Ни о налогообложении, ни о коррупции, ни о чем-то еще другом, а именно об основах языковой политики. Это закон, который базировался на теоретических положениях и требованиях Европейской хартии о миноритарных языках. Согласно этому закону, если на территории какой-то 15% населения говорит на каком-то языке, не отличном от украинского, этот язык становится региональным. Он не обладает, региональный язык, если вы помните, не обладает какими-то особыми политическими полномочиями, политической значимостью. Это просто, скорее всего, язык культуры, язык образования и все. То есть больше там особо ничего ему не давалось. Но вот этот закон очень сильно, оказывается,
мешал власти, мешал тем, кто пришел, так сказать, к власти в свободном обществе. И с законом стали бороться. Почему? При этом я немножко позже покажу таблицу, покажу карты, на котором будет показано, что, в общем-то, есть территории, на которых, в частности, это Донбасс, на которых более 90% населения говорит на русском языке. В принципе, ну что, в общем-то, сложного сделать несколько государственных языков или хотя бы оставить региональный статус. Но, вероятно, тут должны были быть включены какие-то другие причины, которые и стали мотивом, причиной вот такой борьбы именно с русским языком. Потому что все противники закона о основах языковой политики говорили о том, что этот закон сделан для того, чтобы оставить на Украине русский язык. Что очень странно, потому что на Украине оставлять русский язык не нужно, он и так был достаточно широко распространен. При этом альтернативные законы требовали ввести квоту населения до 30% увеличить. Но это очень странно, потому что вот именно этот закон, где квота населения, говорящего на другом языке, составляет более 30%, убивал все национальные языки на Украине, кроме русского. Потому что, например, в Крыму в тот период, по данным переписи населения 2001 года, на татарский язык родным признали только 20% населения, и 70% с чем-то признали родным язык русский. То есть русский бы остался бы, а татарский вот как раз нужно было бы, крымско-татарский, убирать. Есть две причины, на мой взгляд, которые являются основой для причиной вот такой борьбы с русским языком. Первый язык – это носитель ментальности и менталитета. Тимур Беньяминович Радбель очень красиво это определил. В каждом естественном языке отражается определенный способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям языка. Вот русский язык формирует русскую ментальность, русский менталитет, украинский язык, украинскую ментальность и украинский менталитет. Вот именно это неприятие русского менталитета и русской ментальности для незалежной Украины как раз и была причиной, первой причиной борьбы с русским языком. Вторая причина. Язык – это средство этнической идентификации и самоидентификации. Вот тут есть очень серьезная проблема, как раз связанная с особенностями этнической идентификации и самоидентификации украинцев. Ну, я быстренько напомню вам, что есть две теории идентификации и самоидентификации. Первая – биологическая. Этническая принадлежность человека определяется фактором крови путем биологического наследования от родителей. Ну, у меня вот есть вопрос. Вы видите мой портрет прекрасный. Я сын татарина и кубанской казачки. И кто я по национальности? Возникает вопрос. Кто я по крови, по национальности? Донбасс – это территория громокипящего котла. Это Русская Америка. Сюда приезжали люди отовсюду. Здесь семьи создавались многонациональные, огромное количество семей. Как мы определим по крови, кто жители Донбасса? Моего товарища, мать русская, отец еврей, например. Он в Израиле он не считается евреем, у нас он считается евреем, а вообще он ни одного слова ни на идише, ни на иврите не знает. И по крови, вероятно, это должно было как-то отразиться физиологически. Ну вот портрет следующий. Полина Гагарина русская, Вера Галушка украинка. Скажите, пожалуйста, какие черты в их лицах показывают, что одна русская, другая украинка? Я таких черт, честно говоря, не обнаруживаю. Есть вторая теория, социально-культурная теория. Здесь тоже есть целый ряд вещей, которые сложно очень определить. Ну, во-первых, этноним. Вот этноним есть, то есть нация самоопределяется по этнониму. Но вот беда с украинским и с украинцами. Дело в том, что этноним украинец, украинский и язык, украинский язык, или, да, украинский язык, украинская мова, возникает только в начале 20 века. И возникает он как маркер объединения двух очень близких, но все-таки разных народов. Малороссов России и русских, рутенов, русинов Польши, Речи Посполитой Польской, ну, вернее, там Австро-Венгерская империя, скорее. Тогда. У меня есть статья, она опубликована в журнале «Вопросы
психолингвистики, как, правда, это перепечатка, но это не важно абсолютно, где описываются приведенные факты, которые подтверждают, что все-таки это конгломератное объединение, это некая конъюнкция, которая объединила два разных народа. Вот это в связи с этим и происхождение историческое прошлое членов этноса тоже под вопросом, когда возник украинский народ. И можно ли считать, что украинцы – это потомки малороссов, скажем так, просто поменялся этноним? Ну, этому будут очень возражать жители западных территорий, которые и в 40-е годы считали, что они разные народы. И малороссы тоже считали, что они и западные украинцы, так называемые, ну, вернее, русские, разные народы. Этническая территория, ну, вот тут все очень сложно, очень-очень сложно. Территории присоединялись разными правителями, и разные территории вряд ли можно найти какую-то исконно. Ну, например, Донбасс – это территория, которая осваивалась только в конце 19-го, начале 20 века, причем осваивалась в первую очередь мигрантами из Центральной России. Ну, об этом я немножко позже скажу. Религия. Большая часть территории – это православие, но есть униатские и католические территории, которые находятся на границе на Западе. Но я долго не буду говорить, об этом написано. Единственный наиболее четкий критерий – это язык. Язык – единственный надежный параметр этнической самоидентификации и идентификации – родной язык. Но у нас есть две модели определения соотношения нации родной язык. И вот тут эта проблема действительно сложная. Первое определение – родной язык – это язык этноса, которому принадлежит этот самый носитель этого языка. Второе определение – родной язык – это функционально первый язык. То есть функционально первый язык получает статус родного языка, а следовательно обозначает отнесенность как к определенному этносу. Как на Украине наиболее популярной является трактовка этнос. Вот первое, этнос определяет родной язык. По данным всеукраинской переписи населения 2001, родным русский язык назвали только 29,6% участников. По данным университета Сан-Галена, в Макеевке, например, русский язык является родным только для 47,4% населения, то есть тех меньше половины, а в Горловке вообще для 30, и в Янакиево до 38%. Я жил в Горловке, жил в Янакиево, очень часто бываю в Макеевке, много друзей в Макеевке, там практически никто не говорит на украинском языке, язык общения русский. И это подтверждается данными анализа использования функционального языка. Причем не данными анализа, например, русского там какого-то центра, а данными анализа украинских центров. Киевский центр политологических исследований, конфликтологии, 2003 год. Донецкая область, русский язык, ну, функционально первый, правда, обозначенный как родной для 93% населения. Луганская 89% населения. Одесская 85%. Вы видите. Более того, институт Гейлапа проводил эксперимент социолингвистический, они дали две анкеты, анкета на русском, анкета на украинском языке, так вот 83% опрошенных граждан предпочли использовать для интервью и для анкетирования с представителями института русский язык. И вот вы видите карта Киевского международного института социологии, КМИС, 2003 года тоже, где показано, сколько где говорит на русском языке. Вот территории Востока и Юга – это, собственно, русские территории, 89,3%. Восток 86,8%. Суржик, ну, тут сложное понятие, преимущественно русским Восток и Центр, и украинским, действительно украинским, Запад и Центр Украины. А вот это карта, сделанная в 2019 году. Ну вот вы видите, Крым и Донбасс не проходили опросы, но Днепропетровская область, 96% говорящих на русском языке, использующих русский язык в быту. Видите, 84-94, 96 это Одесса, ну и так далее. Но вы видите, что ситуация не изменилась. Объясняет. Чем это объясняется? Тем, что будто бы была проведена какая-то русификация. Я жил в Донбассе огромное количество лет, с самого рождения, то есть с нуля. В Донбассе, в Донецке можно было купить книгу. Я читал книги, мог достать книги, например, Селлинджера и Хемингуэя в первую очередь,
купив их только на украинском языке. Было огромное количество газет на украинском языке, второй канал телевидения вещал на украинском и так далее. Более того, в 20-е годы 20-го столетия в Донбассе проводилась политика не русификации, а каинизации, то есть украинизации. Причем, если бы там сначала русифицировались, так сказать, а потом решили вернуть обратно, украинизировать этот край, то там было бы очень все просто и легко прослеживалось. Но дело в том, что край начал осваиваться в 70-е годы 19-го столетия. То есть прошло 50 лет. За 50 лет русифицировать до такой степени, что нужно было украинизировать этот край, ну, невозможно. В 2021 году была выставлена потребность в школах. Всего 5 украинских школ было. С 1 декабря, после того, как была провозглашена политика коренизации, из 2239 школ Донбасса 1760, то есть 78,6%, стали украинскими, а еще 207, 9,3%, русскими, украинско-русскими. На второй Донецкой областной партконференции председатель облпрофсовета Масленко, я цитирую Володю Корнилова, Донецкая Криворусская республика, заявил, что в области не менее 40 тысяч детей были принудительно украинизированы. Но вот смотрите, в Макеевке в 1932-1933 учебном году в начальных школах не осталось ни одного русского класса. В 1933-м были закрыты все русские педагогические техникумы. Не более 26% этнических русских учеников края могли учиться в русских школах. Ну и вот свидетельства, очень много свидетельств очевидцев. Учительница из Славянской, Тарасова, так характеризует ситуацию. В школах идет двойная трата времени в связи с украинизацией. Учитель сначала проводит беседу с учениками по-украински, а потом по-русски, чтобы дети лучше поняли. Цель украинских националистов, следовательно, создать нацию, в общем-то, заставить говорить по-украински и думать по-украински, переучиться на украинский, тем самым стать украинцем. Для формирования идеи необходимости перехода от украинского родного языка, как языка этноса, к украинскому родному, как функционально первому языку, создается целый ряд тактик программирования. Главное создать не просто украинскую, а антирусскую языковую, ох ты, господи, извините, я пропущена, языковую личность. Иначе говоря, нам необходимо не просто, просто попросить людей перейти на украинский язык, просто пройти по тому пути, по которому прошла Швеция, очень сложно. Необходимо дискредитировать нацию, дискредитировать язык, показать, что он плох, и только тогда человек начинает чувствовать себя представителем чего-то не того. У него возникает идея, як кажуть українською мовою, меншовартості. Мне могут говорить о том, что здесь мы живем на Украине и должны говорить по-украински, и многие говорили, и в России тоже говорили. Но дело в том, что вы никогда не жили в этих условиях. У нас, когда мы говорим, что там будто бы у нас не учат украинский язык, это ложь, потому что после того, как тогда, когда Украина отделилась от Советского Союза, школы стали украинскими все. Украинский язык учился везде. На украинском языке изучались другие дисциплины. Но несмотря на это, за 30 лет на улицах не перестали говорить по-русски. Более того, может быть, даже и больше стали говорить именно по-русски. Вероятно, проблема в чем-то другом. Какие тактики были использованы? Создаются тактики программирования. Первая тактика унитарности. Одна нация, один язык. То есть, это же тоже ложь. Мы с вами знаем, что есть два типа наций. Этническая нация и политическая нация. Этническая нация – это действительно один язык. Но в мире такого нет уже. В мире формируются политические нации. И это нации, которые объединяют граждан государств разноязычных. И при этом, если какой-то народ представлен достаточно широко, то признается язык и признается официальный статус языка и, следовательно, официальный статус народа. Ну вот посмотрите, 43 признанных государства. Что происходит в Европе? В 12 странах конституционно закреплено общегосударственное многоязычие. В 5 странах есть язык провинции. Например, в Италии в провинции Вале-д'Аоста итальянский и французский языки используются. В Трентино, Альто-Адидже итальянский и немецкий и так далее. В 19 странах в соответствии с Европейской хартией языки, определенные права предоставлены тем или иным языкам национальных меньшинств. Например, в Бранденбурге Нижнелужицкий,
в Саксонии верхнелужицкий, цыганский язык Германии, польский язык Германии и так далее регионально. То есть в 36 странах из 43 языковой вопрос решается в пользу национальных меньшинств. Здесь же, на Украине, вопрос не решался. Всеми силами доказывалось, что нужно вывести русский язык вообще из Украины. Он выводился из образования. Для того, чтобы поступить на русское отделение университета, нужно было сдать в 2004 году при оранжевой власти, нужно было сдать тестирование по украинскому языку, по истории Украины и по иностранному языку. То есть русский язык даже на русское отделение не нужно было сдавать русский язык. То есть, в принципе, это был экзамен на лояльность. Путь решения проблем, ну, вы видите, как происходит все в Европе. Очень хорошо описал Арту Мустайоки. Он сказал когда-то на одном из форумов: в Финляндии нет шведов, у нас финны шведского происхождения, говорящие на шведском языке, и их язык является одним из языков финской нации. Сейчас на шведском языке говорит уже так мало людей, в основном на побережье, хотя изначально он был очень распространен. Вероятно, вот это мягкая политика, политика ведения финского языка и сыграла тут свою роль. Вторая тактика, я уже, по-моему, немножко затягиваю, сейчас быстро закончу. Тактика мести. Русские всегда боролись с украинским языком, поэтому мы должны бороться с русским языком. Используются непроверенные или тенденциозно интерпретированные данные. Ну, например, Евгений Альбац. Вы знаете, почему Гоголь писал по-русски? Потому что царь-реформатор Александр II издал эдикт, по которому запрещался документооборот на украинском языке и издание книг. Это ложь, во-первых. Эдикт работал немножко по-другому, но тут, во-первых, во времена Гоголя не было украинского языка. Был малороссийский в России и русский в Польше или дальше в других некоторых странах. Во-вторых, самое веселое. Эмский указ был издан в 1976 году, 1876. Гоголь умер в 1852 году. То есть не мог Александр II запретить Гоголю писать по-украински. Кстати, Гоголь осознанно писал на русском языке, на великорусском. И дальше, то, что в эти годы, в 22 году, например, был сборник малороссийские песни Максимовича. В 40-м был издан Кобзарь Тараса Шевченко. То есть данные не проверены и данные лживые, но и они используются. А люди не будут проверять. Люди верят Евгении Альбац. Во-вторых, ну вот, например, еще есть такая книга «Мова про мову». В 1627 году указом царя Московского Алексея Михайловича, его отца, патриарха Филарета, было книги, приказано было книги на украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запретом когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так в Москве сожжено учительное Евангелие Транквилиона Ставровецкого вместе с другими его книгами и катехизис Лаврентия Зизания Тустановского. Это тоже ложь. Во-первых, Александр Михайлович не мог в 1627 году ничего сжигать, поскольку родился в 1629 году. Почему-то у них все время какие-то проблемы с определением дат. Патриарх Филарет не был его отцом, он был отцом Михаила Романова. Вот он действительно правил в это время. Алексей Михайлович был внуком Филарета. Кирилл Транквилион Ставровецкий был обвинен не в написании книг на украинском языке. Во-первых, он написал книги «Руською мовою», так называемые. И «Руська мова», как ни странно, стала одним из источников русского литературного языка, который, я напомню, что несколько позже Петр I пригласил учителей бежавших из Польши, и Феофана Прокоповича, и Оля Быковского, и многих других, которые как раз привезли книги эти, и русская мова отличалась в каком-то мере полонизмами, скажем так, от русского языка Московского княжества и затем России, но отличалась незначительно, и во многом она определила ход дальнейшего развития литературного языка. Но вот самое главное, что написано было действительно в указе, это реальный текст указа, правда, немножко переведен со среднерусского. На Москве и во всех городах Евангелие учительные и иные книги его Кириллова слога собрать и на пожарах сжечь, чтобы и ересь, и смута в мире не была. Знаете, почему ересь и смута не должна была быть? Потому что книги «Учительное Евангелие», книга учебная, которая должна была научить детей отправлению религиозного культа, как бы сказали во времена Советского Союза, было написано о том, что существует чистилище.
Вы представляете, что такое рассказать о чистилище православным священникам? Чистилище – это существовал культ Божьей Матери, и много существовало ссылки на апокрифические католические издания. То есть в сущности Евангелие учителя было книгой униатской. 10 лет примерно обсуждалось, признавать ее ересью или нет. Проходили дебаты. И в конечном итоге, в результате дебатов все-таки было признано, что книга еретическая, поскольку связана не с православной доктриной, а с доктриной католической или униатской. Вот такая вот история. Но таких историй очень много. У меня, к сожалению, уже закончилось время, поэтому последнее. К сожалению, антирусская личность создана. В нацбатах у нас здесь большое, огромное количество русскоговорящих. Но вот так как-то. Если говорить о том, владеем ли мы українським язиком, ви знаєте, українською мовою я володію краще, ніж наші президенти українські, тому що вони завжди помиляються, коли розповідають про те, як нам жити. Ну, наприклад, був такий великий український президент пан Ющенко, який, наприклад, я не знаю, що згадати, говорив, ми будемо вирішувати це на протязі останніх місяців. Так ось, якщо перекладати з української мови, то на протязі – це на сквозняки, а по-українськи звучить, ми вирішували це протягом останніх років. И таких ошибок у них очень много. О чем это говорит? О том, что даже те руководители, которые провозглашают идею «один язык, одна нация», думают и используют в качестве первого язык именно русский язык. Я не имею ничего против украинского языка. Более того, я абсолютно уверен, что наверняка его нужно пропагандировать, распространять, нужно было в свое время. Но это нужно было делать не на основе рассказов о том, что якщо ти не хочеш розмовляти українською, чемодан, вокзал Росії. На улицах Донецка, на улицах Донбасса украинской речи не было слышно. На украинском языке говорили в основном либо представители националистических движений, либо преподаватели украинского языка вузов и школ. Украинский язык изучался в полном объеме все 30 лет, причем не только как отдельная дисциплина, а примерно в 80% школ Донбасса, если не больше. Но в Донецке там был какой-то паритет, а в остальных маленьких городах там практически не было русских школ. На украинском языке велись занятия по всем дисциплинам. И что? И ничего, в общем-то, не получилось. Потому что люди мыслили, люди говорили, люди здесь использовали именно русский язык. Вот на этом я закончу. Простите, пожалуйста, за такое пафосное выступление. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Исаевич. Вот так и создаются антисистемы, и основное оружие здесь для их создания, конечно, ложь. Ну да, Это мы наверное. видим, как оно произошло в данном случае. Спасибо вам большое. Конечно, было бы очень интересно там как-то более подробно развернуть и эту тематику. У нас мы очень ограничены, к сожалению, во Да, времени. к сожалению. Я прошу Да. прощения, что так быстро, но я вижу время, и я понимаю, что с моей стороны будет несправедливо Было забирать. очень, очень интересно. Спасибо большое. Я думаю, что у нас тут по программе должен быть перерыв. И, вот как мы поступим? Либо его сократим до 5 минут, либо вообще отменим. Как вы смотрите на это, коллеги? Хорошо. Давайте мы сделаем перерыв тогда Конечно. на 5 минут, да? На 5 минут. А затем будем слушать Наталью Васильевну Дмитрюк. Ну, это будет уже без 10, 6 по нашему времени, да? То есть не в 6:30, а без 10:06 начнем, Наталья Дмитриевна. Слушайте, у нас сейчас без 15:02. Да-да-да. Ну, значит, без 10:02 мы начнем. Понятно, спасибо. По вашему времени.
Да, я думаю, можно начинать. Наталья Васильевна, вы нас слышите сейчас, да? Да, Да, хорошо. Мы я видели слышу. вашу, Да, мы вас мы тоже. видели вашу презентацию. Я ее пытаюсь. Вот сейчас что-то вас слышно плохо. Нет, я сейчас молчу. Я пытаюсь поделиться презентацией. Да, мы только что видели презентацию, а теперь она пропала. Да, да, но она была. Что сделаешь? Но вы знаете, у меня что получилось? У меня две иконки Teams. И я параллельно в двух иконках. Вот она моя презентация, я вижу в одном. Вот здесь, да? Да, вот сейчас мы ее видим, да, Да, прекрасно. мы ее теперь видим. Угу. А меня слышно? Слышно, слышно. Ну хорошо, буду в двух иконках Teams. Итак, мой доклад «Психолингвистические и лингводидактические особенности изучения русского языка в Казахстане». Ну, особенности, они общеизвестны, может быть. Мне хотелось больше как бы об учебниках поговорить и о психолингвистическом компоненте в этих учебниках. Вот сразу хочется сказать об исторической справке, как русский язык в Казахстане существует уже более 200 лет. Но мне кажется, это общеизвестный факт, и повторяться не буду. Естественно, что советский период в составе СССР был самый активный период русского языка, а сейчас все это гораздо в меньшей степени. Но тем не менее, вот выступал, кажется, Игорь Витальевич, да, и сказал, что любого казаха останови в Казахстане, он ответит по-русски. Ну, почти так, но с некоторыми оговорками. Вот на юге, а юг – это 1/4 часть Казахстана, на юге уже не так. Иногда на рынок приходишь и хочешь что-то купить, а человечек хочет тебе продать всеми силами, и нет у него языка русского. И вот это уже становится реальным, так сказать, фактом. Ну так, вот о двойной идентичности нужно сказать, что это распространенное явление не только в Казахстане. Русскоязычные этносы на всей территории всегда оказывались вот в таком положении, живут одновременно в двух культурах. И при этом этнические диаспоры пытаются сохранить свои этнокультурные границы, и в то же время при длительном проживании на одной территории не могут не испытывать влияние принимающей культуры языка. Но это вот общеизвестное социальное явление билингвизма и бикультурализма. Вообще это очень нормальные, естественные, хорошие традиции, и оба этноса, и, как мы сейчас уже говорим, принимающие и диаспоральные, идут навстречу друг другу. И нам, русским, русскоязычным, проживающим в Казахстане, это действительно необходимо, это и нравится, и, господи, круг общения, друзей, очень близких друзей, родственников, конечно, уже в среде этнических казахов очень много. Но вот эта ситуация, естественно, отразилась и в образовательной сфере в целом, и в лингвометодической практике в частности. Вот за весь пореформенный период, за эти 30 лет самостоятельно, с 1989 года государства Казахстан, образовательная система, образовательное пространство менялось и в школьном, и в вузовском, так сказать, формате. Ну вот, в частности, создавались не только новые площадки, экспериментов было много, реформаций, учебники, учебные пособия обкатывались. Вот внедрялись разнообразные инновационные средства обучения, структурные организации. Например, вот Назарбаевские знаменитые интеллектуальные школы, нишевские школы. Это действительно такие элитарные школы с 7 класса у нас. Сейчас хотят уже сделать с 4 класса, где обучение идет действительно на 3 языках. И в самом деле высокий уровень выпускников таких школ. Это интеллектуальная элита и молодежи, и, собственно, преподавателей в этих школах, такой серьезный отбор преподавания. Ну вот еще обучение за рубежом по программе «Балашак» лучших выпускников вузов. Это тоже одно время было очень популярно. Сейчас немножечко спал этот
пыл. И, конечно же, обилие частных школ и вузов, таких профильных иногда, гуманитарных, технических. Это, с одной стороны, способствовало, как сказать, удержанию позиции русского языка, а с другой стороны, нет, смотря вот какие профили и для чего они были созданы. Но, тем не менее, методика преподавания русского языка в Казахстане долгое время традиционно была основана на лучших традициях российской методики, в том числе советской и лингводидактической школы, воспринимала все передовые технологии обучения русскому языку как родному и как неродному, второму. И в дальнейшем, вот в настоящее время, широко распространяется методика преподавания русского как иностранного, РКИ, в школах с казахским языком обучения. Я перестала листать. Так. Ну вот программа трехязычия в Казахстане, она очень популярна. Когда начиналось это течение еще при Назарбаеве, да, был такой лозунг: трехязычие должно быть стать нормой в Казахстане. Ну и Нурсултан Абишевич говорил, что казахский язык на первом месте должен быть, и все граждане Казахстана должны владеть этим языком. Естественно, это правильно. А вот нынешний президент Касым-Жомарт Токаев тоже говорит сейчас о трехязычии, что нельзя, так сказать, упускать и завоеванные уже в таких вот интеллектуальных элитных учебных заведениях позиции. И это трехязычие должно быть с тем условием, что казахский на первом месте, во-вторых, не должен утрачиваться русский язык, и только потом, предлагает Касым-Жомарт Токаев, обучать английскому. Вот это, на наш взгляд, правильный вектор, аргументированный такой вот приоритетов языкового образования в Казахстане. Ну и перспективный нарратив для будущего страны, если считать, что трехязычие оно станет нормой. Да, иногда вот уже даже по нашим южным городам, город Чимкент – это один из 3 городов-миллионников в Казахстане. Идешь по улице, и иногда вывески только на казахском и английском, на русском нет. Вот при таком вот заявлении трехязычия. Ну, отсюда становится понятным поворот гуманитаризации современного образования в Казахстане, вынесенный на широкое обсуждение и с образовательными учреждениями, и со всем гражданским сообществом. Вот это вот как раз я, вспоминая призыв Натальи Владимировны сегодня в ее докладе, да, гуманитаризация, она должна присутствовать в образовательной системе, и вот в Казахстане это очень заметно. А что тут? Вот у меня 2 цитаты здесь, да, значит, стремительно развивающиеся цифровые технологии, робототехники не должны снизить внимание к человеку, к его ментальной и душевной организации, и это становится востребованным как никогда. Это государственная программа развития образования на 20-е и 25-е годы. Все, что произведено технологически, не должно разрушать внутренний духовный мир человека, поскольку несомненные успехи в производстве материальных благ парадоксально уводят его в сторону от завоеванных человечеством гуманистических идеалов и духовных ценностей. Вот это очень важные слова в государственной программе. Собственно говоря, пытаемся это внедрить и в школьную, и в вузовскую программу. Вот это декларируемая гуманитаризация образования в Казахстане обращена прежде всего, конечно, на возрождение национальных казахских духовных ценностей и культуры казахов. Это и уроки истории, и краеведения, охраны природы, культурного наследия. Очень много и дополнительных часов, интересные уроки. И при этом обучение языку и литературе, любому, и русскому, и казахскому, и английскому, это вообще наиболее духовно насыщенные, культуроориентированные процессы на самом деле. Поэтому и определены целевые установки такого образования в последних лет. Лингво-культурологической компетентности обучаемых. Изучаешь казахский язык в Казахстане, и на уроках русского языка и русской литературы тоже казахстанские ценности. Изучая английский язык, не только те ценности, так называемые западные, но и этнически важные для Казахстана, казахские и русские ценности. В общем, вот язык изучается не только так вот изолированно от культуры и общества, на
направлено обучение на грамматику и фонетику, допустим, а это действительно как лингвокультурный феномен. Язык – отражение, зеркало культуры, отражение содержания культуры. Ну вот в этой связи это положение легло в основу решения объединить обучение русскому языку и литературе в рамках одного процесса, одной дисциплины, одного учебника. И с определенного времени, после апробации на разных экспериментальных площадках, в школах Казахстана ученики со 2 по 11 класс в казахских классах, в казахских школах изучают предмет русский язык и литература. Это одна дисциплина. И, соответственно, по одноименному учебнику. Было много учебников, были различные предложены варианты. Одни обсуждались. Это интересный процесс, нет времени об этом говорить. Можно было привести интересные примеры. Но все учебники строятся на комбинированной работе с текстом в основном, на языковом анализе этого текста с целью последовательного решения задач, обусловленных учебной программой для каждого класса. Обучение всем видам речевой деятельности, прежде всего аудирование, говорение, чтение, письмо, основанных на владении системой разноуровневых языковых средств, соблюдении правил и норм русского литературного языка, произношения, этикета. Ну и что должно способствовать, или декларированно должно способствовать развитию, формированию функциональной грамотности обучающихся. И под функциональной грамотностью понимается умение применять школьные знания в жизненных ситуациях. И вот одной из основных задач данного учебного предмета является формирование толерантного отношения к языку, к языкам и культурам различных этносов, проживающих в Казахстане и за рубежом. Ну вот тут вот хочу показать вам картинки. Русский язык и литература, 7 класс. Вот наши авторы, которые за ними закрепилось авторство. Последний учебник для 7 класса. Подготовлен в соответствии с типовой программой. Русский язык и литература, 5-9 классы. Уровни основного среднего образования с нерусским языком обучения. Ну, также вот и русский язык и литература 5 класс, русский язык и литература 10 класс. Это один предмет, одна строчка в расписании. Хочу показать, с чего начинается. Вот это 7 класс учебник, да. Вот текст где-то там страница 6 или 7, 12 задание. Текст о Красной площади, о Кремле. Небольшой текст, как вы видите. Мы говорим на литературном языке и так далее. И задание к тексту. Соблюдая фоэтические, акцентологические нормы, прочитать, определить тему там и так далее, списать, вставляя пропущенные буквы, то есть это уже русский язык, поставить ударение. Ну, вот такого же плана задание по русскому языку к этому тексту. Найдите прилагательное с непроизносимым согласным в корне, выпишите числительное, записав его словами, выпишите порядковое числительное вместе с существительным, поставьте ударение. То есть вот изучается текст, изучается культура, Москва, Кремль. Конечно, говорится много помимо того, что содержит этот небольшой текст, но вот на этом тексте работа по фонетике, по орфоэпии произнесения и ударения, по морфологии, то есть числительное, а именно порядковое числительное. Ну и по синтаксису там выделяется основа предложения. Это вот первые странички учебника 7 класса. Вот Санкт-Петербург, чуть дальше, это уже 14, ну, на следующей странице. Вот история создания Петербурга, задания какие. Задания, вот слова, тема Эрмитаж, Александр I, Наполеон, задание по синонимам, тема синонимов изучается. Человек, стоящий во главе государства, одним словом назвать кто, специалист по сооружению зданий кто. Ну, то есть вот такая вот лексическая работа на уроках. Что дальше? Вот дальше следующая страничка рассматривается памятник, это знаменитый золотой человек в Алмате, название города Алматы, почему Алматы, почему Алма-Ата, что поменялось, в чем ошибка была Алма-Ата, а не отец яблок, ну и так далее. И вот задание к этому же тексту тоже такого характера языковедческого.
Так, что дальше? Ну вот учебник «Русский язык» для 9 класса, раздел учебника. Каждый учебник включает в себя 8 разделов, по 2 в каждой четверти. В 9 классе разделы такие: культура народов мира, природные ресурсы планеты Земля, история и личность, отцы и дети, молодежь и средства информации, мир един, глобализация, знаменитые люди, я и законы. Сюда же вот входит и литература, собственно, и зарубежная, и казахская, и русская, естественно, литература. Задания чтение, анализ текстов, заполнение структурных смысловых таблиц, сравнительные диаграммы. Вот это все на текстах художественных произведений проводится. Так, вот он, раздел, он начинается вот так. И здесь сначала такая вступительная аннотация, что вы будете делать, то есть учащиеся в этом разделе, что изучать, ключевые понятия, культура, что такое культурное наследие, что такое менталитет, что такое. И вот, пожалуйста, задание. Ассоциативный ряд. Задание первое. Составьте кластер с ключевым понятием культура. Подберите слова ассоциаций. Составьте текст рассуждений, используя ключевые слова, тему культура, культурное наследие, менталитет. Прочитайте то, что у вас получилось, дополните свои записи удачными, на ваш взгляд, ассоциативными рядами и мыслями ваших одноклассников. Вот такой ассоциативный ассоциограмма. И вот к разделу «Культура народов мира», вот то, что мы сейчас рассматривали, первый раздел, это первая четверть, тематика проектов. Очень популярно, серьезно, любят дети это, любят учителя, проектная деятельность учащихся. Это 2-3 учащихся готовят доклад, презентацию проекта. Культура спасет нас, если мы спасем культуру. Нуждается ли родной язык в защите от его носителей? Как сохранить национальное культурное наследие? Латиница и кириллица, за и против. Цивилизация, заблуждение или неизбежность. Нравственные проблемы в произведениях Абая и Мухтара Шаханова. И пейзажи Родины, русское поле и казахская степь. Ну, это, конечно, несколько тем. У меня готово на рабочем столе 2-3 презентации, готовые проекты учащихся. Ну, залюбуешься, действительно, какие молодцы, с каким они рвением и любовью, старанием выполняют. Вообще, детки хорошие у нас, молодежь подрастает в хороших школах, у хороших учителей, очень способные ребята. Так, что еще дальше хотела показать? Да, вот это программное стихотворение Мухтара Шаханова, на котором вот строятся многие рассуждения. «Четыре матери» – это у него цикл «Заблуждение цивилизации». Судьбу от болезни беспамятства ты защити, ведь у человека на долгом и трудном пути, помимо матери той, что его родила, есть 4 матери, ровно 4 крыла. Ну, то есть вот родная земля, родное слово, родные обычаи и родная история. Вот эти вот 4 крыла, 4 матери. Очень популярное стихотворение Мухтара Шаханова. И не только это, вот в 9 классе, это и в начальной школе оно уже цитируется. Собственно, да, вот, коль жить для них, то и погибнуть только за них. Сформулировать в виде тезиса задания, какие я хочу показать, что русский язык здесь как. Фонетический разбор слова «история», графически обозначьте в тексте причастный оборот, составьте ассоциограмму к слову «беспамятство». То есть вот русский язык, язык вообще вкраплен в текст и не на первом месте от языка к тексту, а от текста к языку идет обучение. Вот специфика такая. Надо сказать, что учителя на первых порах, ну вот лет 10, наверное, может быть, чуть дольше, внедрена уже эта система, один урок русский язык и литература вместе, очень непросто привыкали к этой системе совместного обучения языка и литературы. Вот сейчас уже плоды дают о себе знать вот в виде таких презентаций. Ну вот я еще хотела показать страничка календарного тематического плана учителя. Вот это как раз природные ресурсы. Я хотела другую страничку. Но все равно, вот желтым выделено чисто языковые темы.
Все остальное, Абай Кунанбаев, слова назидания, 17 слово, память о поэте просветителей и практическая грамматика, сложное предложение. Государственная программа «Культурное наследие» и практикум по сложному предложению. Мухтар Шаханов «Заблуждение цивилизации» и практическая грамматика, виды сложных предложений. Паустовский «Мещерская сторона», текстописание, работа по картине Левитана «Золотая осень» и виды сложно сочиненных предложений. Вот. Практикум по теме сложно сочиненные предложения, практическая грамматика сложно сочиненные. Дальше Айтматов Плаха, содержание романа Плаха, анималистические образы в романе, практическая грамматика, сложно подчиненные предложения с придаточными определителями. То есть вот от текста к слову, к теме, к языковым ярусам. Фонетика, лексика, грамматика, морфология, синтаксисом, как мы привыкли в школе, 4 ступени от одного к другому. Вот здесь как бы все вместе может изучаться вот на одном произведении, на одном пространстве литературном. Вот на этом я закончу, наверное. Хотела еще рассказать о распределении часов, предупреждая вопросы. Но количество часов на русский язык и литературу в казахских классах по 3 часа в неделю со 2 по 9 класс. 3 часа в неделю, то есть это 2 часа, 3 часа в неделю, а вот 2 часа уже в 10-11 классах. Их уже становится меньше. Вот эти вот аббревиатуры СОЖ, суммативно оценивает за раздел, а потом суммативное оценивание за четверть. Такой вот рейтинговый подход к выставлению оценок. А количество часов уроков русского языка и русской литературы по-прежнему разделено на 2 предмета в русских классах. С 5 по 9 по 3 часа русский язык и 2 часа литературы в неделю, а в 10-11 2 часа литературы и 1 час русского языка в неделю. Кстати, не намного сократилось вот с тех пор, когда мы водили студентов в школу еще в советские времена. Ну, конечно, сократилось, ну, не так заметно. Вопросы, если есть. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Но у нас вот времени на обсуждение, к сожалению, не получается. Действительно, очень интересная информация о нынешнем состоянии этой проблемы. Ну, может, есть вопросы? Нет? Вопросов нет. Вы знаете, на слово «национальный» в наших базах данных больших одной из самых таких устойчивых реакций является слово «проект». Я теперь могу представить, что это может быть, например, в данном контексте казахском, да, у молодых людей. Ой, я вот еще забыла сказать, очень тревожная информация. Поступили учебники Сороса в Казахстан. Вот те самые учебники Сороса, наверное, такие же, не знаю, какие в Украине были, но вот теперь у нас Сорос пытается заполонить пространство образовательное и умы наших детей, где написано, конечно, про угнетение русского государства, бедных казахов за всю историю, какие они молодцы и какие захватчики. Вот такая же лживая пропаганда, когда Ну, это вот черным по пороки белому колониализма написано западного такие вещи. приписываются нам. Да. Как бы нам спастись от этих учебников, не знаю. Да, это целая проблема. Ну, это какое-то общественное действие должно быть организовано, чтобы эта проблема была как-то решена. Ой, вы Хорошо. знаете, извините, я поделюсь пожалуйста. одной вещью. Вот эти учебники, когда пришли, я был просто восхищен. Там был рисунок такой большой гетман Мазепа, а рядом с ним какой-то скукоженный, худощавый и недоедающий Карл XII. И там внизу было написано «Карло XII, великий вызвольник украинского народа». Боже мой, какая идеология, да? Совершенно оторванная от реальности. До свидания. Хорошо, спасибо большое. Вячеслав Исаевич внес полезное также для нас познавательное комментарий. Коллеги, сейчас я хочу предоставить слово Ирине Александровне Бубновой.
Доктору филологических наук, кандидату психологических наук, профессору Департамента филологии Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Москвы, Московский городской педагогический университет. Доклад называется «Англификация повседневной жизни и современная русскоязыковая личность». Очень актуальная проблема, конечно. Я прошу вас, Наталья Васильевна, пожалуйста, закройте вашу презентацию. Будьте так добры. Вот пытаюсь. Не получается, да? Если вы можете, закройте. А мы не если вы ее открывали, все закрылась она. Спасибо большое, да. У Ирины Александровны будет презентация? Да? Да, я стараюсь. Здравствуйте, Спасибо большое. уважаемые коллеги. Спасибо огромное, Ирина Владимировна. Видно мою презентацию или нет? Видно. Видно, да. Я, к Да-да. сожалению, камеру почему-то не могу включить, хотя, конечно, очень хотела, и вот на протяжении этих нескольких часов пыталась ее включить, у меня не получилось. Дорогие коллеги, прежде всего, я бы хотела поблагодарить за приглашение и вообще за организацию такой интересной конференции. Не просто интересной, а очень актуальной. Это действительно, я искренне считаю, что это один из наиболее актуальных наших вопросов в наше время. И, ну вот, несмотря на то, что Наталья Васильевна говорит о том, что все хорошо там идет, и дети замечательные, проекты, когда я слышу слово «проект», я сразу вспоминаю начало 20 века, когда тоже в 17-18 году было все ликвидировано, в школе ввели проектную работу, и в результате, в принципе, получили абсолютно неграмотных людей к 30-м годам учить-то было некого, потому что проектом, и сейчас я тоже вижу, когда 5 человек делают проект, показывают картинки, а толку от этого, по-моему, нет. Но это мое вот такое вот убеждение, которое сложилось на протяжении многих лет. А я бы хотела начать с цитаты из книги Виктора Клемперера, которую сейчас не слишком часто вспоминают, а может быть и вообще не вспоминают в настоящее время, хотя высказанные в этой работе мысли, как мне представляется, вполне применимы и к ситуации, к той ситуации, которая переживается всеми нами сегодня. Вот как раз высказывания человека могут быть лживыми, но суть, я цитату всю читать не буду, но суть в неприкрытом виде явлена в стиле его речи. Нельзя не согласиться, наверное, с тем, что лицо эпохи страны передается в речи. И это и слова, которые употребляются ежедневно ее гражданами, и названия улиц, кварталов, в названиях, просто даже в названиях самых обычных вещей, предметов, действий, которые мы совершаем все постоянно. И в книгах, которые рекомендуются для чтения в школе, а у нас постоянно одно убирается, другое вдруг вводится, в деловой переписке, в языке СМИ, в приказах и в бюрократических формулярах, которые мы получаем с вами ежедневно и не по одному этому формуляру и приказу. Вот специфической чертой жизни современных граждан России, которые принадлежат к самым разным слоям общества и социальным группам, является то, что, немного перефразируя Грибоедова, можно охарактеризовать как смешение английского с нижегородским. И если это и вызывает смех, то, на мой взгляд, смех этот горький, так как английские слова и выражения, заменяющие исконно русские слова, в настоящее время стали не просто нормой, а такой язык становится кодифицированным. Вот самый простой пример, и я обсуждала не раз уже это с коллегами, это обязательное употребление запятой после слов с уважением. А ведь это просто прямая калька с английского, и это противоречит правилам русского языка, но нас заставляют это делать, и вот такие вещи несут уже прямую угрозу для национальной идентичности человека, хотя это и не вполне очевидно может быть. Причем, я бы это особо подчеркнула, изменение сознания языковой личности, сейчас мы говорим сегодня о русской языковой личности, происходит совершенно незаметно в процессе вдалбливания в голову с самого раннего детства
миллионными повторениями отдельных слов, отдельных оборотов, каких-то конструкций, предложений, не рассчитанных на осмысленное восприятие, но в то же время оказывающих сильнейшее воздействие и управляющих человеком, по сути, создающим его личность. Престиж чужой культуры и пренебрежение своей закладывается у нас сегодня с самого раннего детства, когда совсем маленького ребенка ведут отмечать день рождения в детском развлекательном центре. Кстати, поют там, конечно же, «Happy Birthday», а не «Каравай» какой-нибудь или еще что-то такое. И вот эти детские центры, как правило, названы по-английски. Вот они все названия, это главные популярные детские центры, которые у нас работают в Москве. Ну и, соответственно, эти детские центры рекламируют райские такие внеземные развлечения, связанные с англосаксонской культурой. Кстати, наиболее популярным из таких развлечений являются игры-бои, где главный приз дается именно за убийство соперника. И, собственно, те, кто отвечает за организацию досуга на сегодняшних детских праздниках, представляют тоже героев отнюдь не русских сказок, тех, кто традиционно вступает в борьбу со злом и выходит из нее победителем. Вот команда аниматоров в одном из самых известных детских центров Москвы состоит как раз из Леди Баг, Суперкота, Черепашек-ниндзя и так далее. Я вот это вот тоже вынесла. И предлагают эти аниматоры организацию квестов, именно квестом. Самым большим успехом пользуется квест «Охотники за привидениями». Заездов на гидроскутеров, мастер-классов «Handmade», там у них везде «Handmade», после которых вот дети уносят с собой свое творение. И, кстати, вот популярен «Handmade» по тыкве, и, естественно, уносится тогда светильник Джека. Иными словами, практически с младенчества ребенка приучают не просто к иноязычной лексике, его погружают в мир совершенно чужой культуры. А затем ребенок идет в университет, в школу, а потом в университет. И потом он постоянно принимает участие в батлах, а не в дискуссиях. Прочное место в его лексиконе занимают слова «портфолио» и «проект». Да? У нас ни от кого, от студентов, вы не услышите про слово «содержание». Они обязательно скажут про контент, причем могут вполне заметить, что вот это баян, а это что-то там еще. Они развлекаются, принимая участие в квестах, в флешмобах, они рофлят, флексят, агрятся, хейтят, бомбят и хорошо отличают, что такое ламповые и хайповые. И этот список, конечно, можно продолжать бесконечно. Я приведу только один пример, когда у нас на ученом совете один из членов ученого совета, имеющий, так сказать, вес, ну, по крайней мере, направляющий работу этого ученого совета, всем заявил, что сейчас у нас самое главное – это 3К. Я уж не помню, что было 2, но первое К – это была коллаборация и коллаборационизм. И когда я его спросила, знает ли он, ну, это историк, что, какие коннотации в русском языковом сознании вызывает или ассоциации вот это слово, то он вообще не понял, о чем я говорю. Для него это главное, это употребление вот тех формуляров, причем, я не знаю, осознанных или неосознанных, и тех слов, которые содержатся в приказах и формулярах. И главное, что все это воспринимается уже как норма. Хотя даже на вот этом примере, который я привела, видно, что смысл этих слов в индивидуальном сознании, и, кстати, экспериментально, это тоже подтверждается, часто остается весьма размытым. Я специально не стала выносить на слайды приказы или переписку даже вот членов нашего, даже ученого совета, но если на это посмотреть, то, в принципе, ну, как-то странно становится, если думать о том, что мы воспитываем, если бы мы воспитывали личность в
традиционном, национальную личность в традиционном смысле, в том еще, который закладывал Гумбольдт. Вот в результате во взрослую жизнь уже входит личность, разделяющая нормы совершенно иной, и это очевидно сейчас англосаксонской культуры, и эта личность уже не замечает огромного количества англицизмов, названий, которые дублированы на латинице, сочетаний русских и английских слов, образованных по нехарактерной для русского языка словообразовательной модели, потому что это уже норма для ее речи, причем эта норма продолжает постоянно поддерживаться окружающей человека средой. Не секрет, что среда определяет формирование и развитие человека. Вот если идти по Москве и внимательно и осознанно смотреть на то, что тебя окружает, то первое, что бросается в глаза, это огромное количество англицизмов, названий, которые дублированы на латинице или сочетании русских и английских слов. Москва вообще в этом плане уникальна. Ни в одной европейской столице не увидишь английский язык в метро, английские слова в названиях магазинов, английские названия жилых комплексов, рекламу дорогих салонов красоты, процедур. Если посмотреть на список процедур в салонах красоты, даже уже в обычной парикмахерской, там не будет русских слов, там будет только английские названия. Названия досуговых центров, спортивных центров, названия ресторанов и блюд. Кстати, как ни парадоксально, в Москве нет ни одного ресторана с традиционной русской кухней. Но зато мы можем найти какие угодно пабы, ну, и я не говорю там китайская, английская, французская кухня, какая угодно. И очевидно, что далеко не каждый точно понимает, что скрывается за тем или иным именем. Но вот здесь это важно подчеркнуть именно с точки зрения психологии, что полное понимание с точки зрения теории воздействия, формирования личности, полное понимание сообщения адресатам, ну, по крайней мере, так можно предположить, не является основной целью отправителя. Потому что главная цель состоит совершенно в ином. Сформировать у культурного потребителя, я эти слова беру в кавычки, потребность в другом, в ином стиле жизни. И в данном случае английское слово уже само по себе является знаком престижности, показателем принадлежности к кругу избранных, хотя по сути эти избранные представляют собой созданный технологами при помощи метроязыка гранфалун, то есть бессмысленное объединение людей, основанное на абсолютно несущественных в бытийном отношении критериях. Но сегодня для значительной части нашего общества эти критерии, которые закладываются извне, становятся главными для конструирования собственной идентичности, как групповой, так и национальной идентичности, в основе которой лежит уже глобальная этничность, позволяющая им продемонстрировать свою полную свободу от национальной культуры. Иначе говоря, вот пропаганда иных ценностей, транслируемых вот этим метроязыком или смешением английского с нижегородским, заложено уже в семантике наименований, причем сам объект совершенно не важен. Самое главное, чтобы слово или словосочетание сразу отсылало потребителя к жизни там, к приятному времяпровождению, к некому кругу элиты, имплицитно предлагая при этом уже готовый, созданный кем-то за него способ придания смысла жизни. Тут главное, что бытийные смыслы придаются. Вот именно таким свойством обладают, как мне представляется, к примеру, название многочисленных жилых комплексов с лексемами Park или Friday, Green Park, Friday и так далее. Они вызывают ассоциации со стабильностью, уикендом, доходом, покоем, уединенностью, комфортом, удовольствием
словом, с определенной системой ценностей, выстроенных вокруг собственного «я». И вот для еще большего укрепления связей внутри Гранфалуна членам выдуманного общества задается совершенно четкое и развернутое представление о нужном стиле и ожидаемом от них образе жизни. Вот реклама этих парков. Действует инфраструктура и работает. И посмотрите, там спа-зона, панда-парк и так далее. Работает охрана и служба. Для тех, кто ценит личный комфорт, там есть все, нужно лишь выбрать, где жить. Не любите уборку? У нас есть и дальше клининг. Сейчас в Москве очень популярные молодые люди с изумлением, например, мне говорили уже не раз, я слышала, а зачем вы готовите? Сейчас все можно заказать. И клининг, и готовку, и главное, что это вот такой вот комфортный будет образ жизни, и главное – отделиться от других. Есть собственная охрана, которая не пропустит незваных визитеров. Иначе говоря, вот сама среда, все эти поверхностные знаки, которые мы видим ежедневно и привыкли не замечать, шаг за шагом разрушают национальную языковую личность и заменяют ее на личность, ну, некую метроэтничную личность, не связанную с традиционной этнической принадлежностью, сконцентрированную только на самой себе и реализующую единственную цель – сделать свою жизнь еще более комфортной. Но ведь языковая политика всегда была прерогативой определенных социальных институтов. И, следовательно, англификация всех сфер нашей жизни, причем важнейших, начиная от образования, это отнюдь не стихийный процесс, не неуправляемый процесс, а некая организованная деятельность, в результате которой сегодня идут изменения индивидуального образа мира, образа жизни личности и переформатирование мировоззренческих основ этноса, определявших на протяжении веков национальную идентичность каждого его представителя. И нельзя не заметить, что здесь существует еще один критически важный момент, непосредственно связанный с одной стороны с национальной языковой личностью, а с другой с англификацией нашей повседневной жизни. Это проблема функциональной неграмотности, которая определяется, я вот не соглашусь с тем определением, которое дала Наталья Васильевна, потому что здесь прежде всего важно, что это неспособность выдерживать алгоритм не бытовой, а профессиональной деятельности. Это неспособность к анализу. Тут главное в функциональной неграмотности не то, что там они полученные знания, они не способны к анализу и синтезу, они не способны понимать текст и осмысленно говорить. Вот из самого определения функциональной неграмотности очевидно, что деградация коснулась в первую очередь всех типов деятельности, так или иначе связанных со словом. И замена языка национального на язык чужеродной культуры, как социально-культурная проблема, играет не последнюю роль в формировании уже не первого поколения функционально неграмотных людей. Засилье иностранных слов ведет к постепенному отчуждению смысла от знака, к дефектным навыкам пользования языком, которых хватает только для обыденного общения, но совершенно недостаточно для общения в других сферах. В деловом общении, в науке, в сфере значимой художественной, эстетически значимой художественной речевой деятельности. И непонимание смысла употребляемых слов тормозит развитие, как я уже сказала, анализа, операции анализа и синтеза, и, соответственно, тормозит развитие абстрактного мышления, так как, по словам Льва Семеновича Выгодского, главной и основной проблемой, связанной с процессом образования понятий и процессом целесообразной деятельности вообще, является проблема средств, с помощью которых выполняется та или иная психологическая операция.
обедняется когнитивный багаж индивида. Ну, когнитивный багаж, тут энциклопедические знания и релевантный когнитивный багаж. В любом случае под этим термином понимается совокупность эмоционального и интеллектуального знания и ментальных операций с этим знанием, которая приобретается человеком в процессе смыслопорождающей деятельности. И вот в результате современная языковая личность в процессе антогенеза в первые годы своей жизни стремительно проходит путь от Homo sapiens, которым они рождаются, мы рождаемся, к Homo loquens, и это очевидно, он стремительно проходит этот путь. А вот в дальнейшем траектория ее пути искусственно коррелируется. Еще в раннем дошкольном возрасте ее начинают превращать в Homo loquax. Кстати, мне очень понравился термин Терри Иглтона, который он употребился, это норвежский ученый, который употребил еще в 2006 году этот термин. У него статья есть Homo loquax и через двоеточие talking bodies. Вот мне кажется, это очень точное определение. Talking bodies. Вот. И далее постепенно эта личность становится тем, что можно обозначить, ну я так вот думаю, что можно уже, наверное, обозначить как this button homo, человек, нажимающий кнопку. Вот это действительно кнопочный человек. И эта проблема уже не может рассматриваться, на мой взгляд, как чисто научная, потому что она касается дальнейшего пути развития нашей цивилизации. Спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что я не превысила. Спасибо, Ирина Александровна. Ну, что там Москва, если у нас в отдаленном дачном поселке в Новосибирской области магазинчик какой-нибудь очуханный, прошу прощения за непарламентское выражение, на 2 языках пишет, что он открыт или закрыт. Вот. И прочие уточнения, да. То есть, видимо, здесь за этим... Ну, я не знаю, может быть, это какая-то негативная сторона нашей комплементарности положительной. Мы готовы запускать все внутрь своего пространства. Конечно, сложно судить вот так с наскока, что называется. Ну, материал интересный. Спасибо большое, Ирина Александровна. Ну, а Спасибо, теперь Ирина мы Владимировна. к сожалению, вот Я я выключила, да? да-да, вынуждена все очень быстро сворачивать, ввиду того, что у нас аудиторные же есть еще ограничения. Но вот технические такие проблемы нам как-то немножко нарушили и снизили возможности именно дискуссионного пространства. Мы вот теперь переходим как раз к образованию понятий. Я хочу предоставить слово Алексею Дмитриевичу Кошелеву, главному редактору издательского дома «Языки славянских культур». Алексей Дмитриевич выступит с докладом «Слова и имена родного языка как главный фактор ускорения процесса детского познания окружающего мира». Проблема актуальна, она имеет теоретические аспекты такие глубокие. Давайте послушаем. Пожалуйста, Алексей Дмитриевич. Спасибо, Ирина Владимировна. Меня слышно, да? Да, мы слышим вас. Презентацию вы будете показывать? Она Меня есть у не вас. будет, поэтому можно Хорошо. меня покрупнее сделать. Угу. Ну, это во весь экран. Сделаете? Итак, доклад называется «Слова и имена родного языка ускоряют детское познание окружающего мира». Как связаны у младенца имена и их референты, объекты, которые эти имена называют? Согласно классическому определению Штерна и Выгодского, слова – звуковые комплексы, и объекты – перцептивные образы, изначально усваиваются ребенком независимо друг от друга и соединяются лишь после 1,5 лет, когда, цитата, ребенок уже вдруг понимает, что всякая вещь имеет свое имя, Штерн. Это означает, что у ребенка отдельно формируется объект, как перцептивный образ, комплекс перцептивных свойств, визуального, тактильного и других. И отдельно формируется форма слова, звуковой комплекс. А затем, на 2-м году жизни, перцептивный образ и форма слова соединяются,
и у ребенка появляется полноценное свойство. Форма слова, имя и плюс перцептивный образ объекта, значение. Здесь плюс обозначает отношение номинации. Однако результаты недавних экспериментов американского когнитивного лингвиста Сандры Воксман и ее коллег вступают в явное противоречие с этим классическим тезисом о столь позднем соединении у ребенка имен и объектов. Согласно этим экспериментам, уже 6-месячные младенцы, слыша, как взрослые последовательно называют одним и тем же словом разные предметы, спонтанно объединяют эти предметы в единую категорию. Например, когда младенцы видят разных собак и слышат каждый раз фразу «это собака», они объединяют изображения собак, часто весьма различные, сравните спаниель и овчарка, в одну категорию. Это означает, что формы слов и объекты начинают взаимодействовать у детей не с 1,5 лет, а с 6 месяцев и, возможно, даже ранее. Сандра Воксман не дает эксплицитного объяснения своим результатам, формулируя лишь самую общую гипотезу, согласно которой слова служат приглашением к формированию категорий, эффективно подчеркивая общие черты между объектами. Черты, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Из статьи 2018 года. Но почему и как это происходит, нигде не объясняется. Ответы на эти вопросы дает предлагаемая нами гипотеза, альтернативная положению Штерна и Выгодской. Согласно этой гипотезе, имя является врожденным языковым свойством. Имя – особая акустическая характеристика объекта, изначально содержится в младенческом представлении объекта. Оно вмонтировано в это представление исключительно для нужд языка, поэтому я и называю его языковым свойством. Замечу в скобках, что у животных, не имеющих языка, ничего подобного в их представлениях окружающего мира нет. И когда младенец погружается в родной язык, это общее имя объекта конкретизируется для каждого конкретного объекта. Иначе говоря, согласно предлагаемой гипотезе, изначально объект представляет собой для человеческого младенца не просто перцептивный образ, а перцептивный образ плюс его общее имя, где плюс, напоминаю, отношение номинации общего имени к перцептивному образу. А после 1,5 лет появляется конкретное имя, замещающее общее имя объекта. То есть у ребенка появляется слово со значением. Перцептивный образ объекта плюс конкретное имя объекта. Стало быть, представление объекта с самого начала содержит наряду с образом объекта его имя, общее до года и конкретное после 1,5 лет. При таком определении объекта конкретные имена для конкретных объектов ребенок берет из речи окружающих, из инпута. И они не являются для него открытием, чем-то совершенно новым и внешним, как утверждал Штерн. Национальные имена конкретизируют общее имя объекта, изначально ему присущее, точнее, присущее ментальному представлению объекта. Просто до 1,5 лет ментальное представление объекта содержит общее имя, а после 1,5 лет конкретное национальное имя. Таким образом, конкретное имя присоединяется к объекту и образует с ним номинативное отношение только благодаря тому, что существует общее имя объекта, которое уже находится в отношении номинации с перцептивным образом объекта. Если бы, согласно моей гипотезе, общего имени в структуре объекта не было бы, связь между именем, звуковым комплексом и объектом носила бы чисто ассоциативный характер, подобно связи между
командой собаки «дай лапу» и ее действиями. Ну хорошо, скажете вы. В традиции считается, что имена вещей ребенок узнает с 1,5 лет. А согласно вашей гипотезе, ребенок знает про эти имена уже с 6 месяцев и раньше. Столь ли уж существенна эта разница? Да, отвечу я, очень существенно. В 1,5 года ребенок уже может научиться усваивать имена вещей на основе своего речевого опыта, восприятия инпута, а в 6 месяцев нет. Из этого следует, что имя, усваиваемое младенцем в столь раннем возрасте, является врожденным свойством языка. В теоретическом языкознании долгое время идет спор, есть ли у языка врожденные свойства, или же ребенок усваивает язык на основе своего опыта. К примеру, Хомский утверждает, что грамматику родного языка ребенок усваивает только благодаря врожденной универсальной грамматике, которая конкретизируется при погружении ребенка в родной язык. Аналогично я утверждаю, что ребенок усваивает имена вещей и номинативное отношение только потому, что общее или универсальное имя и его номинативное отношение к перцептивному образу объекта уже содержится в ментальном представлении объекта или вещи. А затем, благодаря инпуту, это имя конкретизируется. Все это означает, что язык появился не постепенно, по-дарвиновски, как утверждает, к примеру, американский когнитивный лингвист Майкл Томаселло, а скачкообразно, как утверждали Гумбольдт, Макс Мюллер и в наше время Хомский. Теперь посмотрим, как наша гипотеза объясняет эксперименты Сандры Ваксман. Итак, первое свойство имени – это изначальная принадлежность объекта. Второе свойство имени, также врожденное, такое. Конкретизируясь, имя называет только одинаковые в некотором смысле объекты. Поэтому, если, к примеру, младенец видит, что окружающие называют последовательно два объекта, розу и ромашку, одним именем этот цветок, то он знает, младенец, что эти объекты одинаковы в каком-то смысле, пока ему неизвестно. А значит, они относятся к одной категории цветы. Теперь мы можем объяснить, как 6-месячные младенцы осуществляют категоризацию собак из эксперимента Ваксмана. В нем младенцы воспринимают сначала изображение одной собаки и слышат имя, фразу «это собака». Затем изображение второй собаки и снова имя «это собака» и так далее. В результате и в их сознании конкретизируются экземпляры представления собаки. Первое. Изображение собаки 1, овчарка, имя собака. Второе. Изображение собаки 2, спаниель, имя собака и так далее. Зная второе свойство имени, одно и то же имя называет одинаковый объект, младенцы объединяют эти экземпляры, овчарку, спаниеля и другие, в одну категорию собаки. Еще раз подчеркнем, у младенцев нет никаких содержательных оснований для объединения воспринятых собак в одну категорию. Изображения собак различны, а их содержательные характеристики, например, общее поведение, младенцам еще неизвестны. Поэтому тот экспериментальный факт, то, что у младенцев формируется категория собаки, указывает, что младенцы уже обладают знанием о важнейшем свойстве имени. Одинаковые имена называют одинаковый объект. Но это знание они не могли почерпнуть из опыта. Следовательно, это врожденное знание. Младенцы как бы верят окружающим взрослым. Если те называют внешне разные объекты одним именем, то значит эти объекты в чем-то одинаковы. Ну хорошо, мы объяснили, как имена способствуют появлению у младенца категорий.
Но зачем младенцам столь ранняя категоризация объектов? Ведь они еще не понимают их общей содержательной роли, общей роли тех же собак, или стульев, или книг. Все дело в том, что младенцы таким образом настраиваются на восприятие мира с позиции своего языкового социума. Они усваивают принятую в этом социуме классификацию мира. И не важно, что сначала они ее не понимают. Теперь у них появляется когнитивная задача осмыслить эту уже сформировавшуюся у них классификацию и понять, что общего у членов одной категории, у тех же собак, стульев или книг. Итак, мы объяснили эксперименты Ваксмана. Зададимся теперь вопросом, можно ли сделать из этого объяснения какие-либо практические выводы относительно роли родной речи в когнитивном развитии ребенка. Сделаем сначала маленькое отступление. Как пишет американский когнитивный лингвист Стивен Пинкер в монографии «Язык как инстинкт», в некоторых сообществах родители, цитата, вообще не разговаривают со своими не умеющими говорить детьми, лишь иногда что-то им приказывая или упрекая их. И это не лишено смысла. Обратите внимание на подстрочную иронию Пинкера. Как он далее отмечает, в конце концов, маленькие дети просто ни слова не могут понять из того, что вы говорите. Зачем же тратить силы на монолог? Каждый разумный человек наверняка подождет, пока у ребенка разовьется речь и не станет возможной более приятная двусторонняя беседа. Как объяснила тетушка Мэй, пишет дальше Пинкер, женщина из Пьемонта, Южная Каролина, антрополингвисту Ширли Брайс Хит, цитата, «Но вы подумайте, не смешно ли? Эти белые, когда слышат, что их детишки что-то лепечут, начинают им отвечать, а потом спрашивают и спрашивают обо всяких вещах, которые те будто с рождения должны знать». Конец цитаты. Так права ли тетушка Мэй? Из наших рассуждений следует, что нет. Чем раньше младенцы будут слушать обращенную к ним речь, даже не понимая ее, и видеть ситуации, предметы и действия, которые она описывает, тем быстрее в их сознании будут формироваться предметные и другие категории, присущие их языковому социуму. А это значит, они будут быстрее учиться познавать окружающий мир и понимать окружающих людей. Идея врожденности языкового имени позволяет объяснить еще одну загадочную проблему, идущую из античности, Платон и другие. Она связана с известным утверждением о том, что, цитата, «слово и его звуковое строение воспринимается ребенком как часть вещи или свойство ее, неотделимое от других свойств». Выгодский. Конец цитаты. Также полагают Ковка, Пиаже, Косевич и другие. Если следовать классической парадигме, совершенно непонятно, как имя вещи, воспринятое ребенком извне, из инпута, вдруг становится неотделимым свойством вещи. Причем, как утверждает Ковка, одним из сущностных свойств вещи. Из врожденности общего имени это следует очевидным образом. Врожденное имя объекта соотносится с основными его свойствами, поэтому замещающее его национальное имя также относится с ними. Подведем краткий итог. Анализируя процесс усвоения языка, лингвисты традиционно выделяют в нем два последовательных этапа. Сначала, на втором году жизни, у детей появляются первичные понятия, представления об этих окружающих вещах, а затем дети усваивают их имена, слова, которыми эти вещи называют окружающими. В начале 20 века об этом писал Вильям Штерн, последующие 100 лет эта мысль многократно повторялась, в частности в наше время Лепской, Пинкером, Джекендорфом и другими учеными.
Из этой мысли следует, что способность к именованию объектов способностью к именованию объектов ребенок овладевает исключительно благодаря своему опыту, выбирая подходящие имена из речи окружающих. Эксперименты Ваксман не укладываются в эту картину. Еще можно допустить, что в искусственных условиях эксперимента дети в 6 месяцев приписывают имя собака разным собакам, их изображениям, которые они видят. Но почему младенцы объединяют эти изображения, часто весьма различные, в одну категорию, неясно. Для этого у них пока нет никаких содержательных оснований. Остается единственное предположение. В 6 месяцев младенцы уже знают важнейшее свойство имени – называть одинаковый объект. И поскольку извне опытным путем это знание 6-месячные младенцы получить не могли, остается предположить, что и имя объекта, и его основное свойство являются врожденными. А именно, первое, имя – это основная акустическая характеристика объекта, которая изначально ему присуща и используется исключительно языком. И второе, если два объекта имеют одно имя, то они одинаковы в некотором смысле. Таким образом, с одной стороны, классическое положение Штерн-Выготский о том, что ребенок берет имя объекта из инпута, сохраняется. С другой стороны, это имя не является чем-то совершенно новым и внешним для объекта. Оно конкретизирует общее имя объекта, исходно ему принадлежащее. Подробно о теме доклада можно прочесть в моей статье «Имя объекта как врожденное свойство, языковое свойство», опубликованное в вопросах психолингвистики номер 3 за этот год. Благодарю за внимание. Спасибо, Алексей Дмитриевич. Коллеги, есть ли вопросы у вас вот к этому докладу, поскольку он явно нацелен на дискуссию и на то, чтобы мы как-то отреагировали на данную гипотезу, которую нам сейчас представил Алексей Дмитриевич. Вообще проблема-то не нова, она же очень давно имеет такие глубокие корни. И вот, может быть, Наталья Владимировна, пожалуйста. Хотела бы спросить, уважаемый докладчик, знаком ли с работами Пиаже, например, Жана Пиаже? Да. Есть дискуссия, которая была о Пиаже с Хомским. Вы читали эту монографию? Да, но Пиаже как раз присоединяется вот к этому классическому положению Штерна и Выготского. Так нет, он присоединяется, но он говорит, что единственное врожденное, что есть у ребенка, это функционирование интеллекта, который строит структуры. Никаких врожденных имен он не находит у ребенка. Плюс к тому работает это, да. И в дискуссии с Хомским, там очень, на самом деле, дискуссия очень интересная, она же многоголосая. Да. Там, в общем-то, да. Вот этот вывод, собственно, и есть. И некоторые сторонники Хомского, которые участвовали в дискуссии, потом отказались от его взглядов, на самом деле. И это должно быть известно. Врожденность универсальной грамматики. Да, потому что это, модель Хомского – это логическая модель, она ничего не имеет общего с языковой способностью ребенка. Это логическая модель, которая не имеет общего, когда Хомский показывает бедность инпута, бедность языкового стимула, который невозможно объяснить, если не ввести вот такую абстрактную универсальную грамматику. Это в его теории, это невозможно иначе объяснить. Да. Но если мы будем, даже обратимся к тому же Пиаже, там все это объясняется замечательным психологическими, очень длинными исследованиями именно формирования интеллекта. Он же не изучал развитие речи, это там частная задача была, он исследовал развитие интеллекта. Вот, да. Поэтому, если вы как бы освоили вот его взгляды, а тем более более современные исследования, которые вот на материале этих самых зеркальных нейронов сейчас существуют, то утверждать, что это врожденное, тем более врожденное имя, это несколько странно, скажем так, вот именно на фоне
современных психологических, нейропсихологических исследований довольно странно. Понимаете? Да, спасибо большое. Это очень интересно, и я очень рад, что вы затронули эту тему. Во-первых... Тему затронули вы. Я только... Нет, вот я говорю о вашей теме, о том, что вы вносите вот дискуссию между молодым Хомским и стареющим Пиаже. Дело в том, что, во-первых, огромное количество результатов Пиаже сейчас не воспринимается, и многие из них опровергнуты, Байерже и другие. Поэтому вот эти классические в прошлом результаты Хомского, то есть Пиаже, не могут служить аргументами в настоящее время. Во-вторых, дискуссия о том, является ли универсальная грамматика... Какие конкретно высказывания Пиаже не могут быть сейчас, скажем так, верифицированы или считаться сейчас... Вот его теория интеллекта, она сейчас во многом опровергнута целым рядом исследований. Я не хотел бы сейчас на этом останавливаться, потому что у меня есть другая важная мысль, более конкретно относящаяся к моему докладу. До сих пор существует серьезнейшая дискуссия между Хомским и его сторонниками и противниками, в частности Майклом Томаселло, о том, необходима ли универсальная грамматика для того, чтобы объяснить успешность овладения младенцем, ребенком грамматики родного языка. Ведь до сих пор совершенно непонятно, как ребенок усваивает грамматические значения слов своего родного языка. Теперь дальше. Если говорить о конкретном языковом имени, которое я трактую как врожденное. Вот 15 лет назад появились эксперименты Ваксман с коллегами, в которых указано, что 6-месячные младенцы формируют категории объектов на основе восприятия имени, которым эти объекты одним именем называются. Никто, ни Ваксман, ни ее коллеги не может объяснить эти результаты. Они десятки раз проверены. Они совершенно противоречат тезису Штерна и Выгодского, согласно которому первая связь между понятиями и именами осуществляется у ребенка в 1,5 года. А до этого эти процессы усвоения объектов понятий и усвоения имен идут раздельно. Значит, вот налицо явное противоречие с классикой. Вот я не знаю никакого объяснения экспериментам Ваксмана. Я предлагаю такое объяснение, которое трактует имя как врожденное. И, к сожалению, я не мог привести других экспериментальных данных, которые содержатся в моей статье более подробно, и которые, ну, как говорится, подтверждают мою эту гипотезу. Ну, не то, что не доказывают, но подтверждают мою гипотезу. Так что вот моя краткая аргументация. Я поняла, просто я придерживаюсь другой точки зрения, поэтому как бы для меня это неубедительно. Для меня это неубедительно. Психологически неубедительно. Это психологически для меня неубедительно. Но это ничего ни о чем не говорит. Это ваше право иметь свою точку зрения. Объясните эксперименты Ваксман. Я не могу, я с ними не знакома, поэтому не могу их объяснять. Ну, я прекрасно понимаю, что это для восприятия непросто. Я сам очень долго шел к этой идее и до прошлого года полностью разделял положение Выгодского и Штерна, потому что оно интуитивно очень понятно. Любой человек, даже домохозяйка, видит, что вот у ребенка появляются имена в 1,5 года, и сразу, как пишет Выгодский и Штерн, скачкообразно растет словарь, скачкообразно растет система понятий.
Вот и очевидно, что в 1,5 года ребенок начинает усваивать имена. А я говорю, что он усваивает конкретные имена, начиная с 1,5 лет, но только потому, что общее имя уже содержится в его представлении объекта с гораздо более раннего возраста. Ну, не хочется повторяться. Огромное вам спасибо. Мне не за что, как бы, меня благодарить не за что. Очень приятно услышать ваши возражения. Мне интересно. Это не мои возражения, на самом деле это возражения всей психологической как бы теории, которая стоит. Старой теории, не современной. Старой теории. А старой теории зеркальными нейронами никаких противоречий нет. Абсолютно. Есть. Ну, оставим это, потому что это сейчас не главное для этого круглого стола. Да, это... Да, тем не менее, я очень благодарен и Ирине Владимировне за приглашение, и вам за столь интересную... Ну, как-то, когда есть некоторое противоречие, ну, гораздо интереснее все это излагается и заставляет задуматься. Спасибо всем. Хорошо. Спасибо, Алексей Дмитриевич. Я тоже не буду развивать тему, хотя развить ее, конечно, можно. У нас просто здесь большие ограничения с аудиториями, я прошу прощения. Я надеюсь, что в следующий раз нам удастся как-то более эффективно составить программу и наладить дискуссию все-таки полноценную. У нас остался один выступающий, это Анастасия Игоревна Ткач, сотрудник нашего сектора русского языка в Сибири. Я очень советую вам послушать. Анастасия Игоревна очень умеет представить информацию достойным образом. Вы назовете тему своего. Да, безусловно. Мы заканчиваем уже, скоро закончим. Да, деятельностная парадигма русскоязыковой личности, первые находки. Дорогие коллеги, вам видно презентацию? Да. Да. Мое исследование посвящено тому, что мы обозначили как деятельностную парадигму русскоязыковой личности. Поскольку главным языковым средством выражения действия является глагол, мы трактуем деятельностную парадигму как гиперсеть с глагольными узлами. Простите, пожалуйста, почему-то презентация Ирины Владимировны Бубновой здесь висит на экране? Что? Да. Проблема функциональной неграмотности висит на экране. Видимо, она не закрыла свою презентацию. Нет, я закрыла, и у меня не проблема функциональной неграмотности. У меня англификация называется. Так, да, должен быть слайд «Деятельностная парадигма». Я вижу вашу презентацию, Хорошо. Анастасия Игоревна. Так, ну, тогда я продолжу. Мы трактуем деятельностную парадигму именно как гиперсеть с глагольными узлами, хотя уже сейчас понятно, что исследовать только глаголы недостаточно, необходимо привлекать существительные. В чем заключалась наша работа? Вообще, зачем мы ее проводили? Мы проводили эту работу за тем, чтобы посмотреть, как менялись и меняются социокоммуникативные установки русских по отношению к деятельности. И чтобы посмотреть, как менялись социокоммуникативные установки, мы рассматривали ассоциативные поля доминантных глаголов. Список доминантных глаголов раз мы позаимствовали Натальи Владимировны Уфимцевой, список доминантных глаголов СИБАЗ извлекли из этой базы данных с помощью специального инструментария, разработанного Ириной Владимировной Шапошниковой. И вот вы видите эти списки на слайде. Строго говоря, в СИБАЗ только один глагол имеет более 300 входящих связей и относится к первому слою ядра языкового сознания. Это глагол «есть», но это и самый неблагодарный глагол, потому что есть некоторые сложности с разграничением амонимичных форм. Коллеги, простите, я вынуждена все-таки опять сказать, что я не вижу вашей презентации, я вижу презентацию другую. Наталья Владимировна, может, у вас на компьютере открыто? Если мы видим вот это все правильно. Наталья Владимировна, мы все видим все правильно. У вас что-то открыто. У меня тоже правильная презентация. Наталья Владимировна, может быть, вам попробовать отключиться?
быстро и зайти снова по этой ссылке. Может быть, что-то изменится. Я боюсь, что мы ничего не сможем исправить сейчас. Мы-то точно не можем К исправить, сожалению, да. Что там потому происходит? что это не отсюда идет проблема. Мгм. Ох, я прошу прощения. Так вот, да. Поэтому о глаголе «есть» я сегодня говорить не буду, но я расскажу о том, что я увидела в ассоциативных полях остальных глаголов. Вот глядя на сами списки доминантных глаголов, мы уже видим, что в Сибас глаголы «делать» и «спать» стали гораздо более укорененными да, в языковом сознании, чем глаголы «думать» и «говорить», которые занимали достаточно привилегированное положение в раз. Что мы заметили, рассматривая ассоциативные поля данных глаголов? Мы заметили одну очень интересную тенденцию, которая заключается в том, что во всех рассмотренных ассоциативных полях при сравнении данных рас и сибас наблюдается сокращение смысловой зоны, связанной с субъектами. Но здесь я должна оговориться, что субъекты я трактую очень широко. Это не только, собственно, деятель. Я трактую субъект как любое живое существо, человек или да, любое другое живое существо, в связи с которым может осуществляться действие. Не обязательно это сам деятель, это может быть человек, для которого, с которым или без которого осуществляется действие. Собственно, я сейчас думаю о том, какой более адекватный термин можно применить, чтобы назвать эту зону. Но вот сейчас рабочий вариант такой – субъектная зона. К сожалению, не могу вывести на слайд таблицу со всеми ассоциативными полями. Я привожу только пример с глаголом «думать». В ассоциативном поле данного глагола субъектная зона сократилась наиболее сильно при сравнении рас и сибас. Это просто пример того, как я проводила психоглассирование, как я выделяла субъектную зону, какими единицами ее наполняла. Сейчас я не буду комментировать те числа, которые здесь приведены. Я лучше покажу график с ними. Собственно, этот график показывает, каким образом менялась доля субъектов в ассоциативных полях исследованных мною глаголов. Синий столбик показывает долю субъектов в раз, красный в сибас, желтый в евраз. Что мы видим? Мы видим, что для каждого из исследованных глаголов доля субъектов в раз была гораздо выше, чем в сибас и евраз. Да, для некоторых глаголов разница не столь существенна, например, для глагола «делать» это буквально 2%, но тем не менее такая общая тенденция есть. Если мы посмотрим на психоглоссы экстенсивности, посмотрим на то, насколько зона субъектов разветвлена, насколько много разных реакций в этой зоне, то увидим, что один глагол «говорить» выбивается из общей тенденции. Здесь мы видим, что в сибас зона субъектов несколько более разветвленная, чем в раз. Ну, это и достаточно естественно, потому что все-таки это зашито в семантику глагола «говорить», как правило, все-таки говорят с кем-то. Как можно интерпретировать то, что мы видим, сокращение вот этих субъектов? Я думаю, что эта тенденция свидетельствует о нарастающей эгоцентричности, о которой сегодня говорила и Наталья Владимировна, и Ольга Вениаминовна, Ирина Александровна, да, стремление человека отделиться от других. Собственно, другие просто выходят из фокуса внимания, и поэтому да, внимание сосредоточивается на себя, а другие просто не вербализуются или вербализуются в меньшей степени, что мы и видим в ассоциативных полях. Есть еще некоторые другие факты, замеченные в данных ассоциативных полях, не тенденции, но именно факты, которые можно приобщить к данной тенденции, которые тоже свидетельствуют о нарастающем эгоцентризме. Например, это сокращение зоны «причинять, оказывать» в ассоциативных полях глаголов «делать» и «сделать». Эта зона явно предполагает наличие другого реципиента, другого человека, реципиента, и она сокращается достаточно существенно. Думаю, что это тоже может свидетельствовать об эгоцентричности. Еще один факт, который мы заметили, это некоторая перестройка зоны, которую мы обозначили как индивидуальность общества в ассоциативном поле глагола «жить». На этом слайде приведены реакции, которые наполняют данную зону в ассоциативном поле «жить». Обратите внимание на то, как представлена устойчивая часть в раз. Мы видим, как все, для людей. И что происходит в сибас и в раз. В сибас в данной зоне нет ни одной реакции для всех, для людей, как все. Мы на периферии мы видим только не как все. А в устойчивой части, напротив, появляется своей жизнью. И тоже примерно то же самое мы наблюдаем в евраз. Опять же, в устойчивой части уже нет никаких всех, есть для себя. Однако на периферии я обнаружила такие реакции, как для других и ради кого-то. Все-таки что-то есть, но на периферии.
явно, что ассоциативное поле «жить в раз» имело более коллективистский крен, а в Сибас и Евраз прослеживается тенденция к нарастанию индивидуализма, эгоцентричности. И еще один факт, который я успею здесь осветить, это изменение в смысловой зоне «долг» и «необходимость» в том же самом ассоциативном поле глагола «жить». Эта зона не была слишком разработана в раз, но тем не менее в раз она имела устойчивую зону. Надо, родине служить, нужно. В Сибас нет, в Сибас устойчивой части нет. Мы находим только одну подобную реакцию, как надо, на периферии. И в Евраз тоже мы видим, что устойчивая часть опустела. Правда, на периферии я увидела реакции долг, по совести, служить. То есть все-таки они есть, но не в устойчивой части. Что можем сказать в заключение? Я думаю, что все-таки все эти факты, которые были замечены, свидетельствуют о том, что эгоцентричность действительно нарастает. Но при этом для меня было откровением то, что в Сибас эгоцентричность выглядит более жесткой. Может быть, нам пока просто недостаточно данных, может быть, если мы продолжим наращивание ассоциативных баз, мы увидим что-то другое, но вот на данном этапе, в Сибас, например, я не встретила ни одной реакции, связанной с корнем совесть, ни одной. При том, что их очень много в раз, добросовестно, на совесть, по совести. И я нашла эти реакции в Евраз, как вы видите, на этом слайде, жить по совести, сделать, делать на совесть. Это есть, на периферии оно есть. В Сибас нет ни одной такой реакции в ассоциативных полях доминантных глаголов. Это очень интересно. Интересно, что мы увидим дальше, когда будем наращивать наши ассоциативные базы. Поэтому в заключение хочу сказать, что заключение, собственно, делать еще рано. Необходимо продолжать экспериментальную работу, смотреть, что мы увидим еще, и привлекать, конечно же, не только глаголы, но и существительные, потому что уже сейчас понятно, что сами глаголы показывают некоторые тенденции, но этого недостаточно. Поэтому в будущем я представлю какие-то еще результаты. Спасибо. Может быть, у вас есть вопросы ко мне или кому-то еще из докладчиков, с кем мы не успели обсудить их доклады? Да, пожалуйста. Немножко времени, чуть-чуть, буквально несколько минут у нас еще. Может быть, есть вопросы к кому-то еще, кому мы не успели их задать? Вопрос, если возможно. У меня был вопрос сразу был, когда я увидела название вашего доклада «Деятельностная парадигма». Это немножечко не то, о чем вы говорите. То есть, вот не знаю, как тут выйти из положения, потому что здесь на самом деле действие исследуется, да, а не деятельность как таковая. Деятельность – это набор действий. Вот что-то нужно здесь Да, найти. поэтому, собственно, да. Тут как-то это отсылает к какой-то психологической теории деятельности, а не совсем к тому, чем вы занимаетесь. Поэтому вот тут как-то, мне кажется, нужно найти какое-то другое название вашей как бы вот того, что вы сделаете. Это очень интересно на самом деле и очень правильно, потому что, как бы, собственно, действия особо не исследовались, а вы открыли такое интересное как бы направление в этом, и это очень много дает для, на самом деле, исследования именно особенностей языкового сознания определенных поколений. Поэтому развитие базы, на самом деле, нужно тоже делать так, чтобы поколения это у нас были отделены друг от друга, чтобы вы могли смотреть вот потом эту динамику, не просто добавляя все в одну базу, а разделяя на определенные временные отрезки, мне кажется. Вот. А в принципе, почему, скажем, мне кажется, вот субъект исчезает? В принципе, я не знаю, как вот вы смотрите по вашей базе Сибас, но если мы смотрим динамики всех вот существующих баз, то объем словаря падает. Резко причем падает объем словаря у респондентов. Вот, поэтому, соответственно, и определенные зоны тоже начинают исчезать. А вообще-то, вот если мы посмотрим на последний, тот же крымский словарь, там вообще в ядре сознания нету действий. Они вообще исчезли. Хоть их не так было много в расе, а в крымском словаре их вообще нет, в ядре сознания именно. Там, конечно, где-то дальше они есть, но в ядре нет. То есть вот это тоже интересно, почему, так сказать, вот действие уходит из, как бы, вот, из самого ядра. Поэтому тут как бы перед вами очень много интересных задач. И материал очень интересный и благодатный на самом деле. Поэтому я желаю вам успехов. Спасибо. Ваши исследования, это действительно очень интересно. Но я говорю, что тут внешние какие-то факторы, которые во многом влияют вот, на
объем этого материала, который вы получаете от респондентов, от ваших. Вот, но сам ход исследования мне очень нравится, это очень интересно, и я думаю, что очень перспективно. Так что желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо, коллеги. У нас, к сожалению, уже время истекло совсем, поэтому придется закругляться. Заканчиваем наш круглый стол. Я хочу вас всех поблагодарить за участие и пригласить принять участие в нашем круглом столе на следующий год. Скорее всего, это будет отдельная конференция, тогда у нас будет больше возможностей и для дискуссии, и для свободного обсуждения интересующих нас вопросов, и для постановки задач, как своего рода выводы из того, что мы найдем. Спасибо большое, я благодарна всем. Спасибо, что вы прислали свои резюме. Если кто-то еще не сделал, пожалуйста, это сделайте, потому что сейчас у нас тут вот пресса просит информацию о нашей конференции, и придется поработать с этими материалами. И если будут какие-то вопросы, мы вам их зададим. А по поводу статей, Наталья Владимировна уже говорила о журнале «Вопросы психолингвистики». Вы также можете статьи по материалам ваших докладов подать и в наш журнал, Сибирский филологический журнал, который издается и при участии нашего Института филологии и НГУ, и других университетов, а также журнал «Вестник НГУ», серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Вот, пожалуйста, ждем ваши статьи. Как только они будут готовы, пожалуйста, присылайте. Можно присылать их в редакцию, конечно, этих журналов. Спасибо огромное, Ирина Владимировна, за замечательную организацию, за такой замечательный коллектив, который вы собрали. Большое вам спасибо. И дальнейших успехов всем присутствующим. Спасибо, коллеги. Всем здоровья. Спасибо, любви, Ирина радости. Владимировна. Огромное спасибо, коллеги. Да, огромное спасибо, Ирина Огромное Владимировна. Мы все спасибо всем. разделяем это мнение. Дай Бог всем здоровья. Спасибо До большое. У свидания. вас уже поздно. Спасибо Да, большое. да. До Хорошего свидания. вечернего чая вам.